Когда он попытался дотянуться до Ушио, он проснулся и случайно уткнулся лицом в грудь девушки, сидящей напротив него, за что получил пощечину. Он не совсем понял, что ему приснилось, и решил успокоиться. Затем он увидел остров Хидегасима, свой родной город. Он не был здесь уже 2 года. Он сошел с корабля и ступил на землю своего родного острова. Сегодня 22 июля, и мне нужно, чтобы он это запомнил. Затем Шинпей встретил младшую сестру Ушио Мио, которая ехала прямо на него на огромной скорости. Она врезалась в море и была вытащена Шинпеем на берег. Мио спросила его о городе, но он редко бывал в городе, поэтому ему было нечего рассказать. Они продолжали болтать о всяких пустяках, пока не добрались до дома, где также проходили похороны Ушио. На похоронах многие держали в руках красные лилии, и Шинпей вспомнил, что 10 лет назад его родители умерли, и он был усыновлен семьей Ушио. Для него Мио и Ушио были не просто друзьями детства, но и семьей. Однажды он пообещал приготовить карри для Ушио, но теперь у него не было такой возможности. Затем он услышал, как кто-то сказал, что тело Ушио будет вскрыто для проведения экспертизы. Внезапно вспыхнул луч света, но было непонятно, откуда он исходил. Прежде чем он успел собраться с мыслями, к нему подбежал его лучший друг Суо и заплакал. Он сообщил ему, что Ушио погибла, пытаясь спасти тонущего ребенка. Затем прибыл катафалк, и Шинпей спросил, зачем отец Суо хочет провести вскрытие Ушио, если было очевидно, что она просто утонула. Суо сказала Шинпею, чтобы он обратил внимание на эту маленькую девочку. Этой девочкой была Шиори, которую спасла Ушио. Все думали, что ее безразличное выражение лица было вызвано шоком от случившегося. Затем священник попросил Шинпея помочь ему с переноской гроба. Суо решил, что вечером он все расскажет Шинпею. В тот вечер, когда он вернулся домой, Шинпей приготовил ужин для меня и дяди Алана, отца Мяо и Ушио. В это время другой Мяо стоял у дома и заглядывал внутрь. Проходивший мимо полицейский поинтересовался, почему Мяо стоит на улице, а не в доме. Затем Шинпей узнал от Сью, что Ушио вскрыли потому, что на ее шее были обнаружены следы, как будто ее задушили, а не утопили. Об этом знали только полиция, он сам, его отец и семья Мяо. Затем пришла Мио и отдала ему ожерелье, которое Ушио оставила. Мио обняла Шинпея и заплакала, потому что Ушио больше не было. Она поклялась, что не простит того, кто отнял жизнь у ее сестры. Она решила больше не плакать, потому что была уверена, что именно этого хотела бы Ушио. Шинпей сидел и смотрел на ожерелье, вспоминая прошлое. Он не мог поверить, что Ушио хранила его. На следующее утро, 23 июля, Шинпей отправился в магазин дяди Алана, чтобы помочь мне с работой. Неожиданно один из покупателей спросил Шинпея, нашел ли он того, кого искал. Потому что этим утром он видел, как Шинпей искал женщину в очках и с большой грудью. Шинпей ничего об этом не помнил, поэтому решил, что тот человек нес чушь, потому что был пьян. Затем к ним подошел полицейский, чтобы выпить и немного остыть. Этим полицейским был Тэцу, родственник семьи Мио и единственный полицейский на острове. Мио спросила, почему Тэцу не пришел на завтрак, и он сообщил ей, что семья маленькой Шори, которую спас Ушио, бесследно исчезла. Люди подозревали, что семья была в долгах и сбежала. Мио убежала, и Шинпей бросился за ней вдогонку. Он нашел Мио возле дома этой семьи. Мио рассказала, что неделю назад маленькая Шори вела себя странно. В частности, когда они пошли на гору ловить насекомых, девочка сказала, что видела кого-то очень похожего на нее саму. Неожиданно мимо них прошел охотник по имени Недзу и упомянул о болезни, которая называется болезнь теней. Во время войны она была довольно распространена. Больные видели свою собственную тень и умирали от этой тени. Согласно легенде, больной должен был пойти в храм бога Харука, чтобы очиститься. Он ушел, и Мио поверила в эту болезнь. За 3 дня до смерти Ушио обе сестры пошли собирать мусор и увидели, как перед ними появилась тень Ушио. Шинпей попытался успокоить ее и напомнил ее обещании больше не плакать. Он решил отвезти ее в храм Харука, чтобы она очистилась. Они оба пошли в храм, но там никого не было. Внезапно Мио заметила проходящую мимо фигуру и потянула Шинпея за собой, чтобы посмотреть. Они искали, но ничего не нашли, а дорога впереди вела к опасным развалинам, в которые они не могли войти. Внезапно раздался выстрел, и Шинпей бросился на звук.
Он увидел женщину, которая сидела напротив него в лодке. В нее выстрелили, и она попыталась притянуть Синпея к себе, чтобы что-то сказать, но тут же получила пулю в голову. Синпей увидел, что Мяо была убита ее собственной тенью. Тень выстрелила и убила настоящую Мяо прямо у него на глазах. Синпей тоже получил пулю, а потом внезапно проснулся и вернулся в тот момент, когда он лежал лицом на груди у другой девушки. Синпей увидел, как утонула Ушио, спасая маленькую девочку Шори. Он все еще не понимал, что происходит. Внезапно он проснулся, почувствовав, что его лицо прижато к груди девушки, и снова получил пощечину. Девушка спросила, все ли с ним в порядке, потому что он кричал во сне. Он понял, что это была та самая женщина, которую он видел во сне. Он не хотел расспрашивать ее, но чувствовал, что это не первый раз, когда он получает пощечину. Затем он проверил свой телефон и понял, что сегодня только 22 июля, а в тот день, когда они с Мяо пошли в храм и были убиты тенью Мяо, было 23. Затем он понял, что читает рассказ писателя Нагума о девушке, которая считала, что люди вокруг нее были всего лишь копиями, и это объясняло его недавние сны. Он вернулся на берег, снова забыв о своем сне. Но сцена, в которой Мяо мчалась к нему на велосипеде, была похожа на предыдущую, и он подумал, что это было дежавю. Затем он поднял меня и понял, что тормоза на ее велосипеде кто-то специально сломал. События, которые последовали за этим, повторялись, как и в прошлый раз, и все вели себя и разговаривали так же, как в его сне. Он снова встретил дядю Алана, присутствовал на похоронах Ушио и снова услышал, что Ушио, возможно, задушили. Снова засиял свет, и что самое важное, там была маленькая девочка Шори. Он вспомнил, что ее семья исчезнет завтра, и если все будет повторяться, как в его сне, значит, тени действительно существуют. В тот вечер, когда он ужинал в доме дяди Алана, он заподозрил, что Ушио действительно был убит тенью и что Мио ждет та же участь. Он попросил разрешения выйти на улицу подышать свежим воздухом. Как только он вышел, то неожиданно увидел, что там меня поджидает офицер Тёцу. Но настоящий Мио был внутри и не в форме. Этот Мио убил полицейского, а затем сфотографировал его, чтобы скопировать его тень. Тень Тёцу избавилась от настоящего тела Тёцу, а тень Мио попросила его отдать пистолет. Он сказал тени Мио, чтобы тот просто вошел в дом и разобрался с настоящим Мио, но выстрел мог быть услышан далеко отсюда. Шинпей понял, что это правда, и тут зазвонил его телефон, и тень Мио, услышав звонок, сразу же подбежала к нему и ударила его ножом в шею. Шинпей не успел среагировать, и его душа отделилась от тела. Он начал ощущать признаки перемещения во времени и услышал чей-то голос. Он не мог разобрать слов, но последнее, что он услышал, было «защити Мио». Он снова вернулся в прошлое, в 22 июля, и на этот раз, когда он сошел с корабля, он понял, что голос, который он только что услышал, принадлежал Ушио. В этот момент Мио бросился к нему, поэтому он встал, чтобы заслонить ее собой, и упал в воду. Он не умел плавать, поэтому Мио пришлось прыгнуть в воду, чтобы спасти его. Тем временем девочка, которая была на лодке, висела на дереве, держась за него руками. Она писала в своем дневнике, который вела в телефоне, и заметила, что кто-то из них проник на похороны Ушио. В тот вечер Шинпей позвонил Тэцу и попросил его пойти в бар, потому что там была драка, чтобы он не встретился с тенью, даже если бы ему пришлось солгать, чтобы получить информацию. Затем он решил почистить свой телефон и перевести его в режим полета, чтобы он не звонил, как в прошлый раз. Зная, когда появится тень, он установил камеру в кустах неподалеку, чтобы собрать доказательства для отчета. Затем он вошел в дом и увидел, что у Мио изменился цвет одного глаза. Затем он заметил, что Мио принимает ванну, но она вела себя очень тихо. Он вошел в ванную, чтобы проверить, и она прогнала его. Убедившись, что Мио в безопасности, он на следующее утро вышел из дома, чтобы забрать ее телефон. И оказалось, что на нем сохранились кадры, на которых прошлой ночью была запечатлена тень Мио. Он показал видео Мио, и она очень удивилась, потому что тень и теневая болезнь были не просто суеверием. Шинпей спросил, правда ли, что Ушио видел свою собственную тень, и Нео подтвердил это, подозревая, что тень могла убить Ушио. Мио беспокоилась, потому что маленькая Шури тоже видела тень и была в опасности. Поэтому она хотела пойти проверить. Но Шинпей решил пойти сам и оставить меня дома. Он отправился в супермаркет семьи Шури, но он был закрыт, как и в первый раз. Он неожиданно встретил свою тетю, которая жила неподалеку, и она тоже удивилась, почему сегодня закрыт магазин Шори, и они вместе пошли проверить. Они постучали в дверь и позвонили, но им никто не открыл. Дверь была не заперта, и они вошли внутрь. Телевизор был включен, а обеденный стол накрыт. Шинпей обнаружил на полу два черных отпечатка, похожих на те, что недавно оставил офицер Тэцу. Затем Шинпей решил подняться наверх.
Он знал, что эти два отпечатка принадлежали родителям Шори. Но где же была сама девочка? Он уже собирался включить свет, когда на него упал луч света от фонаря тени. Он заметил, что маленькая Шори стояла позади него и понял, что это была тень. Но он сделал вид, что ничего не знает. Однако девочка начала показывать на него, чтобы напугать. К счастью, в этот момент позвонила тетя, и тень убежала. Когда он пришел в себя, тень, похоже, выскользнула через окно в ванной. Он вышел и понял, что если он сейчас ничего не предпримет, то девочку на лодке застрелят. Он решил пойти поискать ее и вспомнил, что у нее был большой чемодан, который мог бы привлечь внимание. Он обошел несколько гостиниц, чтобы расспросить о ней. Хозяин гостиницы не помнил никакой девочки, пока Шинпей не описал ее и не упомянул, что у нее довольно большая грудь. Тогда он сразу же ее узнал. К сожалению, они знали только то, что девочка проходила мимо, но не знали, где она сейчас. Он в отчаянии вернулся в магазин дяди Алана. Мио только что пришел, чтобы расспросить его о том, что произошло, когда его нашел офицер Тецу. Он был зол, потому что прошлой ночью Шинпей дал ложные показания, но сменил тему разговора. Затем они заговорили о том, что вся семья Шиори внезапно исчезла, а Шинпей видел, что Тецу, похоже, все еще жив. Затем он передал телефон Ушио Шинпею. За несколько дней до аварии Ушио попросила его сохранить телефон и отдать его Шинпею, если у него будет такая возможность, как будто Ушио знала, что с ней произойдет. Суо тоже пришел в это время, и Шинпею пришлось рассказать Сью о тенях. Он спросил, есть ли какой-нибудь способ отличить людей от теней, но такого способа не было. Однако все трое решили довериться друг другу, и Мия предложила пойти в храм Харука и спросить там. Но Шинпей знал, что тень Мии была где-то рядом, поэтому он не торопился и решил подождать до завтра. Суо напомнил ему, что завтра будет праздник на острове, но из-за большого скопления людей теням будет трудно действовать свободно. Затем они придумали код, по которому можно было бы их различать. Начался дождь, и Мия с Шинпеем побежали в поисках укрытия. Они укрылись на автобусной остановке, и Мия спросил его, как долго он собирается здесь оставаться. Изначально он планировал остаться только на день похорон, а затем вернуться в город. Но теперь в этой ситуации ему придется остаться подольше. Тогда Мия решил отдать Шинпею ожерелье Ушио. На следующий день, когда Шинпей все еще сидел и размышлял, Суо пришел его искать. Хотя Шинпей не назвал код, этого было достаточно, чтобы Суо узнал Шинпея. Сестра Хенгера Тави тоже пришла. Суо ничего не сказал своей сестре, чтобы они не беспокоились о Тави. Затем все четверо вместе отправились на праздник. Шинпей винил себя в том, что покинул остров, и тем самым стал причиной смерти Ошио, поэтому ему пришлось напомнить Шинпею, что в смерти Ушио не было его вины. И теперь он должен был защищать Мио. Если он не сможет этого сделать, то сделает это вместо него. Шинпей понял, что все еще испытывает чувства к Мио. Они повысили голос, и в комнату вошли сестры Хенгер, чтобы проверить, в чем дело. Шинпей соврал, что они просто разговаривали о мальчишеских делах. Тауки вспомнил, как Шинпей забежал в ванную Мии и решил расспросить его об этом, пригрозив, что если он не ответит, то Шинпей будет наказан. Шинпей стал серьезным и сказал, что после фейерверка они могут пойти к священнику и спросить о тенях. Внезапно Шинпей увидел знакомую фигуру Ушио и решил догнать ее. Он долго бежал за ней, но так и не смог ее найти. Он добежал до пляжа и действительно встретил там Ушио, но заметил у нее на шее ожерелье и понял, что это не настоящее Ушио, потому что 2 дня назад ее похоронили. Он знал, что эта Ушио была тенью, но эта Ушио, похоже, поняла, что последнее, что она видела, это как она погружается в черную воду и испытывает боль, и что она действительно должна была умереть. Но она, должно быть, вернулась, потому что сожалела о том, что произошло между ней и Шинпеем. А именно, она хотела сказать, что ей действительно нравится Шинпей. Он спросил ее, чего она хочет, и она поняла, что сегодня праздник, и захотела пойти на него вместе с ним. Шинпей заметил, что эта Ушио не считала себя тенью, а действительно была Ушио. Затем она побежала обратно на фестиваль, и Шинпей погнался за ней. Он должен был спрятать Ушио, чтобы никто не увидел ее, и пока они бежали, Мио заметила Ушио. Ошио спросила, почему они прячутся. Шинпей прямо сказал, что она действительно умерла, и что если кто-нибудь ее обнаружит, то это будет большая проблема. Поэтому пока им нужно просто спрятаться здесь. Ушио ничего не понимала, и Шинпей пришлось присесть и объяснить ей, что произошло. Ушио, казалось, все вспомнила, но ничего, что касалось бы тени, она не помнила, и у нее не было намерения нападать на него, как это делали другие тени. Внезапно Ми позвонила, и Ушио схватила телефон. Ми на мгновение услышала голос Ушио и замерла. Затем трубку взял Шинпей. Она подумала, что ослышалась.
Мио попросила его прийти в храм, потому что фейерверк закончился. Затем ему пришлось отвести Ушио в укромное место, чтобы она спряталась, а потом вернуться. Затем он вернулся к остальным и назвал пароль, чтобы убедиться, что все в порядке. Все собрались вокруг костра, и вдруг Ушио сказала, что она наблюдает за ними, чем очень удивила Шинпея, потому что он подумал, что она говорит это в буквальном смысле. Затем он отвел меня в сторону. Тауки сказал, что собирался признаться Мео. Но Тауки знал, что Мео уже отдала свое сердце другому. Затем он откровенно признался Мео в своих чувствах, но Мео с сожалением вынуждена была отказать ему, потому что она видела в Су только друга. Внезапно Ушио в маске подошла к Су, чтобы подбодрить ее, но все сразу узнали Ушио по голосу, волосам и фигуре, которые невозможно было ни с кем спутать. Ушио больше не могла прятаться, поэтому ей пришлось показаться. Но Мео и Тауки видели в ней только тень и попросили Шинпея держаться от нее подальше. Но Шинпей не отпустил Ушио. Но он вдруг крепко сжал руку и плечо Ушио. Шинпей начал барахлить, и все поняли, что Шинпей тоже превратился в тень. Ушио пытался сказать всем, чтобы они убегали, но было уже слишком поздно. 10 минутами ранее, когда они возвращались, Шинпей столкнулся с тенью Мио. Она уже давно здесь работала и быстро подбежала к Шинпею. Она знала, что его тайно снимают, и что Шинпей каким-то образом догадался, что она придет. Она думала, что план почти завершен, и никто больше не сможет вмешаться. Затем она позвала тень Шинпея. У этой тени были воспоминания Шинпея, поэтому она знала о его способности перематывать время назад. Затем она снова впитала его воспоминания и поняла, что нужно делать дальше. Он хотел, чтобы тень Мио оставила Шинпея в живых, потому что боялся, что если Шинпей умрет, то он снова перемотает время назад. Затем он велел Мегума достать телефон Шинпея и послал кого-то к Ушио. Затем он разбил телефон Шинпея и поднялся наверх один. Тень Мио тут же сломала Шинпею руку и собиралась сломать ему ногу, чтобы он не мог двигаться. Но прежде чем она успела сломать ему ногу, тень Мио была убита выстрелом в голову девушкой в очках. Но тень Мио внезапно исчезла и снова напала, но девушке удалось застрелить черную тень Мио на земле. Тень Мио была немедленно повержена, и Шинпей понял, что эта девушка знает, как победить тени. Затем она представилась как Нагума. Она потянула Шинпея за собой, потому что мимо них прошла тень, но это была тень Ушио. Она не позволила Шинпею подняться наверх, потому что там было много теней. Нагума рассказала ему, как отличить тени от людей. Настоящая тень – это та черная часть, которую она только что застрелила. Они ненавидят, когда на них наступают, поэтому ему нужно просто наступить на тень человека. Если тень отступает, значит это тень, а если нет, значит это человек. Тень сканирует людей этим светом и считывает информацию. Затем он заметил наверху большой источник света и попросил Нагума помочь ему уничтожить тени. Затем он подбежал и увидел там Тауки. Она извинилась перед Шинпеем, потому что не хотела причинять ему вред, но сразу после этого была убита четырехрукой тенью. Шинпей увидел лишь кровь и груду трупов. Затем Шинпей обнаружил, что Цу был убит своей собственной тенью, когда защищал Мяо. Он умер прямо на глазах у Шинпея, а тень вскоре была уничтожена Нагума. У нее оставалась всего одна пуля, но четырехрукая тень выстрелила в нее. Она увидела, что тень приближается, и вовремя увернулась, но все же получила ранение в лицо. Шинпей спросил, кто он такой, но тот схватил его. Он понял, что правый глаз Шинпея был глазом их матери, глазом, обладающим способностью управлять временем. В этот момент проснулась Ушио и попыталась вырваться. Это позволяло ему возвращаться к точкам сохранения, как в игре, но ему нужно было уничтожить этот мир, чтобы у него больше не было точек сохранения. Ушио умоляла Шинпея спасти меня. Он потянулся к Мео, но она тут же была уничтожена тенью. В центре храма появилась гигантская тень, другие тени слились с ней, и куда бы она ни распространялась, исчезали и люди, и трупы. Эта груда трупов тоже мгновенно испарилась. Мать теней появилась в небе. Посетителей фестиваля тут же поглотила гигантская тень. В то время как все жители острова видели в небе красный свет, тень вскоре поглотила весь остров, и остались только Нагума и Шинпей. Она поняла, что была не права, когда не поверила в то, что произошло раньше. Шинпей попросил Нагума застрелить его, потому что он мог вернуться в 22 век и все изменить. Четырехрукий попытался остановить их, но Ушио ударил его кулаком. Нагума хотел, чтобы он нашел ее и назвал ее имя, когда вернется в прошлое. Затем он был помещен в режим наблюдения и увидел, как весь остров поглотила тень. Он встретил девушку, излучавшую красный свет, и она его заметила. Затем он отправился в путешествие, и на этот раз от
отчетливо услышал голос Ушио. Она предупредила его, что у этой силы тоже есть предел, поэтому он должен постараться исправить все как можно скорее. Затем он вернулся в тот момент, когда шел домой с Мио. Придя домой, он решил объективно оценить все произошедшее. Во-первых, он понял, что каждый раз, когда начинается новая петля, она возвращает его немного назад. И он знает, что должен быть очень осторожен, чтобы не попасть в петлю, которая приведет к ужасному сценарию, и он не сможет вернуться назад, чтобы все изменить. В то же время Ушио тоже была отправлена сюда вместе с Шинпеем. Мы временно отложили сюжетную линию Шинпея, чтобы проследить за сюжетом Нагума. Когда она впервые оказалась на острове, она поняла, что мужчина на пристани был тенью. Затем она увидела, как Мео столкнулся с Шинпеем и упал в море. Затем она заметила объявление о похоронах Ушио и вспомнила, что это имя упоминал Шинпей на корабле, поэтому она пошла туда. Когда она пришла, ее случайно узнала одна знакомая. Это был священник храма Харука по имени Кокири. Он узнал ее, хотя она покинула остров 14 лет назад. Она наступила на его тень, но он никак не отреагировал, и она поняла, что он человек. Она вспомнила, что не любила Кокири за его болтливость. Затем он представил ее дяде Алану, и тот тоже ее узнал, потому что раньше она часто бывала в его магазине. Он рассказал, что у него две дочери, жена умерла, и когда он был занят продажей товара, покупатели играли с его дочерьми. Вдруг дядя Алан услышал, что Мио и Шинпей упали в море, и поэтому он опоздал. Нагума не знала о том, что Шинпей погиб, потому что она уехала с острова, когда семья Шинпея переехала в город. 10 лет назад его родители погибли в результате несчастного случая. Услышав об этом, Нагума решила уехать и на время порвать с Шинпеем. Неожиданно дядя Ален прибежал к ней и сообщил, что ему нужно кое-что ей рассказать. Дело в том, что на теле Ушио были обнаружены следы удушения. В ходе полицейского расследования не было обнаружено никаких следов ДНК преступника, и это дело было очень похоже на то, что произошло с ее братом Хенгером несколько лет назад. Поэтому ей пришлось пойти открыть гроб Ушио, чтобы проверить. Когда она стерла с шеи порошок, то действительно обнаружила следы удушения. Затем она ушла и спросила дядю Алана, не упоминал ли Ушио о том, что за несколько дней до смерти встречался с двойником. Прежде чем дядя Алан успел что-то понять, бывшая лучшая подруга Нагума, которая также была матерью Шори, пришла к ней. Она плакала от горя, потому что Ушио погиб, спасая ее дочь. Но Нагума была возмущена этим поступком, так как знала, что ее лучшая подруга на самом деле была всего лишь тенью. Затем она отправилась на встречу с охотником Нейджу и сообщила ему, что все члены семьи Шури были тенями. Она дала Нейджу один из своих телефонов для связи. Что касается Шинпея, то в это время он вернулся в свое время и вел себя как обычно. Но на этот раз он первым делом отправился к Шури, чтобы предупредить ее о том, что она тоже может оказаться под подозрением, поэтому она не была задержана на похоронах. После похорон родители Шури спросили его о том, что он сказал. Он понял, что муравей подсказал им, что эти двое были тенями, поэтому он сказал, что его предыдущие слова были просто бредом. Затем он спросил, какого цвета было нижнее белье Миа вчера. Она нашла его поведение немного странным, но все же ответила, и он понял, что Мео была скопирована еще вчера. Тень Мео уже создала копию дяди Алана. В тот вечер Шинпей остался на ужин, но воспользовался случаем, чтобы задать несколько вопросов знакомым. Первый вопрос был о болезни двойников, в которую мало кто верил. Второй вопрос был о Нагума. Все знали ее, а дядя Алан даже сказал ему, что настоящее имя Нагума было Хиджиру, и что она была его постоянной клиенткой в прошлом. У дяди Алана была контактная информация Хиджиру на случай, если она понадобится Шинпею. Дядя Ален пошел в туалет, когда кто-то повесил на дверь табличку «Не беспокоить». Тем временем Шинпею удалось дозвониться до Нагума, но трубку взял охотник Нейджу. Он знал, что Шинпей понимает суть проблемы, поэтому попросил его подождать в похоронном бюро. В это время тень Алан пришел, чтобы убить настоящего Алана, но увидев табличку «Не работает», открыл соседнюю дверь и попал в засаду, устроенную Нагума, который выстрелил в тень. Шинпей вернулся в похоронное бюро, и Неджу велела ему оставаться на месте. Шинпей выстрелил в тень, чтобы проверить, все ли в порядке с Шинпеем. Нагума разобрался с тенью Алана. Затем она ушла и получила сообщение от Неджу. Теперь у Шинпея появилась возможность встретиться с Нагума. Он получил от Неджу адрес и отправился на встречу с ней в лес. Он не знал, откуда Шинпей мог узнать о Нагума, и когда они снова встретились, Шинпей сразу же достал книгу, чтобы попросить у нее автограф, потому что он был ее поклонником. Она не знала, откуда он узнал о ней. В то утро, когда они плыли на лодке, он ничего не знал, и это доказывало, что он по крайней мере несколько раз возвращался в прошлое 22 июля. И она могла быть уверена, что он путешественник во времени. Шинпею больше не нужно было скрываться, и он пытался
подтвердил это. Но она спросила, встречался ли он уже с ее братом Хенгером. Затем он рассказал Нагума о событиях, которые произойдут в предыдущей временной линии, и она решила рассказать ему о том, что случилось 14 лет назад. Появилась тень, убила всю ее семью. Пережив это, она покинула остров, и теперь, когда она вернулась, тень будет пытаться ее выследить. Она не могла раскрыть ему свою личность, опасаясь, что если он будет скопирован тенью, то у них будет информация о ней. Тень целенаправленно охотится за одним человеком и его семьей. Он беспокоился, что дядя Алан тоже может стать ее целью. Но Нагума уже разобрался с Аланом, а если разобраться с чьей-то тенью, то этот человек больше не сможет быть скопирован, то есть останется только одна тень. Нейджу разобрался со своей собственной тенью, поэтому доверял ему Шинпей или нет, это уже другой вопрос. Затем он согласился сотрудничать с Нагума и сообщил, что до начала фестиваля, который состоится через 54 часа, четырехрукая тень расправится со всеми. Затем он попросил Нагума помочь ему уничтожить тень Мио, но тень Мио появлялась только ночью, поэтому сначала ей нужно было заняться другим делом. Он знал, что она собиралась разобраться с семьей теней Шури, но он знал, что у нее ничего не получится, потому что тень Шури была еще жива до начала фестиваля. Поэтому он решил пойти с ней, но она настояла на том, чтобы пойти одной. Перед тем, как войти в дом Шури, она собрала волосы в хвост и что-то слушала по телефону. Нейджу сообщил, что это потому, что в теле Шури сейчас находится не Нагума, а кто-то другой. Этот человек подошел к двери дома Шури и постучал, попросив разрешения войти. Войдя в дом и поставив чемодан, Нагума тут же достала молоток и ударила им по голове матери тени. Отец бросился к ней, но был быстро повержен. Мать тени, еще не умершая, обернулась, но Нагума снова ударила ее молотком. Нейджу сказал Шинпею, что Нагума не хотела, чтобы он входил, потому что она хотела сама понять, почему у нее ничего не получилось и как Сиори удалось сбежать. Если бы он вошел вместе с ней, это могло бы привести к непредвиденным последствиям. В теле Нагума было две личности и два человека. Нагума, или ее настоящее имя Хидзиру, и ее второе «я», брат-близнец Рюносукиру, сокращенно Расук. 14 лет назад Расук был убит, на его теле остались следы укусов. В тот момент, когда Нагума закричала, к ней подбежал Недзу. Все решили, что Расука покусали собаки, но Нагума сказала, что Расук был убит. На этот раз на его шее были такие же отметины, как и в случае с Ушио. Все было взаимосвязано, и Недзу поклялся уничтожить все тени. Тем временем Расук увидел, что Шори все еще притворяется травмированной девочкой, но когда он ударил тень, она не умерла, а повернулась и снова напала. Расук был прижат к полу, и ему пришлось воспользоваться лежащими рядом палочками для еды, чтобы нанести удар по тени, чтобы заставить ее отступить. Расук погнался за ней и дал знак Недзу, чтобы тот готовился к плану Б. Он достал пневматический пистолет, чтобы устроить засаду вместе с Шинпеем. Расук поднялся наверх и вошел в комнату Шури. Он отправил Недзу сообщение с указанием места, где тот должен был его ждать. Шури поджидала Расука в комнате, но он сказал Тени, что если она попытается его скопировать, то на несколько секунд застынет, а затем сразу же умрет. Тень тут же выпрыгнула в окно, а Недзу ждал внизу, чтобы поймать ее в ловушку с помощью пневматического пистолета. Но тень бежала очень быстро и даже бросилась на Недзу, но не для того, чтобы напасть, а чтобы заставить его увернуться и дать ей возможность сбежать. Однако Шинпей ждал неподалеку и остановил тень. Она укусила его за руку, но Недзу выстрелил в нее из пистолета, чтобы удержать на месте. Он сказал, что если выстрелить в тень в 3 разных местах, то она будет обездвижена. Затем Расук сказал им обоим, что эта тень сильно отличается от других. Расук задал несколько вопросов. Во-первых, если бы это существо убило Ушио, что оно и подтвердило, Шинпей разозлился бы и спросил, какова цель этих теней, но оно не ответило бы прямо, а лишь предположило, что быть тенью лучше, и спросило бы, почему он не хочет стать тенью вместе с ним. Рунусуку пришлось быстро с этим разобраться, пока Шинпей не вышел из себя. В тот вечер Рунусуку представился Шинпею. Он заменял Нагума только тогда, когда это было необходимо для интервью или других мероприятий, связанных с прессой, а также для участия в боях. Когда он услышал, что Шинпей был большим поклонником его сестры, Юнисуку хотел было рассказать ему больше, но Нагума прервал его, ударив кулаком. Нагума вернулся, и Шинпей заметил, что отличить их можно было по прическе. У Рюнусуку волосы были собраны в пучок, а у Нагума распущены. Она хотела, чтобы Шинпей не отвлекался на слова тени. Теперь им нужно было все решить, поэтому не было необходимости углубляться в философию или теологию. Следующей была тень Мио. Шинпей обменялся контактами с Нагума и отправился домой. Когда он вошел, то увидел, что я держу нож в окровавленной руке, и испугался. Но на самом деле Мио пыталась приготовить ужин и порезала руку. Убедившись, что Мио все еще человек,
Шинпей велел ей идти в дом и разрешил ему самому приготовить ужин. Он хотел вести себя как обычно и позволить двоим, находившимся снаружи, разобраться с тенью. Внезапно он услышал, как у него в животе заурчало, и подумал, что это Мио, но на самом деле это был вернувшийся к нему Ушио. Это была Ушио из 24 века. Она хотела предупредить Шинпея о том, что произойдет 24 числа. Но он уже знал об этом. В этот момент вышла Мио, и Ушио пришлось спрятаться. Он продолжал готовить карри и разрешил мне сесть за стол и наблюдать. Затем вернулся дядя Алан, и Шинпей написал записку для Ушио, чтобы она воспользовалась возможностью и быстро спряталась в своей комнате. Он закончил готовить и принес еду в комнату. Мио показалось странным, что он принес 2 тарелки, поэтому он сказал, что проголодался. Поднявшись наверх, он увидел, что Ушио ждет его, поэтому они сели и вместе поели. Все еще не доверяя Ушио, он стал расспрашивать ее. Она объяснила, что, проснувшись, обнаружила себя на пляже, поэтому пробралась обратно в дом и старалась не попадаться никому на глаза. Он попытался дотронуться до тени, и она все еще чувствовала ее, но не так сильно, как другие тени. Он подумал о том, чтобы нанести удар этой тени, пока она не готова к этому. Но воспоминания о том дне, когда он решил уехать в город учиться и работать, потому что не хотел быть просто номинальным братом Ушио, а хотел быть независимым, остановили его. Он обещал приготовить Ушио карри, когда вернется, но теперь у него не было такой возможности. Теперь он мог выполнить свое обещание, пусть даже с помощью тени. Она спросила, что Шинпей будет делать до 24 числа, и он решил предотвратить события того дня. Тем временем, когда до прихода Мио оставалось всего 10 минут, Неджу и Расук все еще ничего не замечали. Неджу все еще не до конца доверял Шинпею, и в этот момент в дом дяди Алана пробралась тень. Расук спросил, как дела у Шинпея, и тот не знал, стоит ли рассказывать им об Ушио. Шинпей хотел, чтобы Ушио переоделась, потому что она не могла все время ходить в купальнике. Когда они попытались прогнать тень, одежда на ней исчезла, и она ударила Шинпея по лицу и спряталась под одеялом. Ушио спросил, запер ли Шинпей дверь, чтобы тень не вошла в дом, но он знал, что тени могут проникать сквозь дверные щели, поэтому запирание двери не поможет. Ушио не знал, что тени могут такое делать. Шинпей думал, что тень Мяо не войдет в дом, потому что до сих пор не было никаких признаков ее присутствия, но он не знал, что она уже вошла. Позже Мяо попросила Шинпея принести посуду, чтобы помыть ее. Она не понимала, почему на столе стояли 2 ложки и 2 стакана с водой. Мяо подумала, что он совершает обряд поминовения Ушио. После того, как Мяо ушла, она неожиданно вернулась. Шинпей хотел спрятать Ушио, но понял, что это была тень Мяо. Она тут же набросилась на него с ножом, вынудив Ушио встать между ними и принять удар на себя. Тень Мяо ударила ножом тень Ушио. Шинпей в панике подбежал к окну и раздвинул шторы, чтобы Неджу увидел происходящее. Он выхватил нож, чтобы защититься, а тень Мяо спросила, почему Ушио встал на сторону людей. Она просто сказала, что хочет защитить того, кто ей нравится. Тень Мяо набросилась на Шинпея, но Неджу тут же застрелил ее. Шинпей быстро ударил тень Мяо ножом и расправился с ней. В этот момент вошел Вунасук и тоже хотел расправиться с Ушио, но Шинпей умолял его пощадить ее. Он знал, что Ушио была тенью, но отличалась от других, обладала разумом и чувствами той Ушио, которую он знал, и дважды пожертвовала собой, чтобы спасти его. Поэтому он попросил Вунасука отпустить ее и помочь вылечить раненую руку Ушио. Нагума пришлось вернуться, и он сказал, что если бы он ошибся, то она бы убила его, чтобы заставить вернуться в петлю времени. Но Ушио беспокоилась только о настоящей Мио, и Нагума сообщил, что настоящая Мио все еще принимает ванну, поэтому волноваться не о чем. Затем Нагума понял, что голос Ушио, который привел ее на этот остров, был тем самым, который она слышала. Ушио отвели в ванную, чтобы она могла привести себя в порядок. Ее рука на время исчезла, но Ушио не возражала. Нагума спросил Ушио, как она смогла найти дорогу. Это действительно был ее голос, но она ничего не помнила. Затем Нагума сказал, что тень Меа начала меняться, и скорее всего она пришла, чтобы убить его, потому что они знали, что Шинпей помог ей справиться с домом Шури. Это доказывало, что тени каким-то образом могли общаться друг с другом, поэтому она беспокоилась, что это может коснуться и Ушио, и не хотела идти вместе с Шинпеем и Ушио. Шинпею пришлось смириться с тем, что они расстанутся, и он предупредил ее, что на следующий день они пойдут в храм. Тень Мио, возможно, была мертва, но могла прийти другая тень. Что касается Шинпея, то на следующее утро он решил заняться своими обычными делами. Накануне вечером он уступил свою кровать Ушио, а утром пошел поискать что-нибудь поесть, а также попросил Мио не заходить к нему в комнату. Затем он принес ожерелье Ушио, чтобы она посмотрела на него и вспомнила, что произошло. Тем временем он пошел в магазин и снова встретился. Они вышли на улицу, и Шинпей взял зонт на всякий случай.
Он привел Са на пляж и познакомил его с тенью Ушио. Са был так потрясен, что застыл на месте. Он почувствовал себя виноватым, потому что в тот день он позволил настоящей Ушио умереть, но Ушио дала ему пинка, чтобы привести его в чувство. Шинпей отдал Ушио телефон, который он нашел раньше. Она обнаружила, что пароль был изменен, но все же смогла разблокировать его с помощью отпечатка пальца и внутри обнаружила видео, записанное в этом самом месте. Видео было записано Ушио, и она представила свою тень Шинпею. Она знала, что если он посмотрит это видео, то поймет, что она умерла, и что единственным, кто мог открыть телефон, была ее тень. Она хотела, чтобы он не волновался, потому что ее тень была совсем другой и могла стать его союзницей. Тень Ушио наблюдала за происходящим и вспоминала, что случилось. Все началось 17 июля, почти за неделю до этого события. Ушио и Мио пошли в супермаркет Шури, чтобы купить продукты. Маленькая девочка увидела свою тень на горе и даже сказала, что в последнее время ей кажется, будто кто-то за ней следит. Она доверяла только Ушио, но Ушио не восприняла ее слова всерьез. В тот день все участвовали в уборке пляжа, и в это время тень Ушио последовала за ней. Но эта тень появилась перед обеими сестрами, а затем убежала. Ушио пошла за ней и увидела, как шляпа тени исчезла. Затем она пошла искать Шори и сказала, что она верит в существование тени и решит эту проблему для маленькой девочки. Уборка закончилась, и сестры пошли домой принять ванну. Ушио внезапно увидела там свою тень. Она попыталась позвонить Мио, но не смогла, поэтому ударила тень ногой, и тень Уши исчезла. Они оба думали, что она настоящая, а другая была ее тенью. Но если отбросить это в сторону, то тень Шури тоже должна была быть где-то на острове. Они поднялись на гору, чтобы проверить, потому что девочка сказала, что видела там тень. Они нашли запрещающий знак, но все равно пробрались внутрь и добрались до старой клиники семьи Сью. Это место пользовалось дурной славой, потому что сюда мало кто приходил. Пока они осматривались, они услышали чей-то голос. И тут Ушио заметила тень. Тень отсканировала Ушио и превратилась в нее, но не полностью. Она набросилась на тень Ушио и схватила ее. Настоящая Ушио попыталась атаковать, но безуспешно. Однако, когда она случайно задела тень, та вдруг разозлилась и сломала деревянную палку, а затем вонзила ее в тень Ушио. Тень Ушио поняла, кто она такая на самом деле. Она смогла использовать свою силу и разорвать тень пополам. Настоящая Ушио, увидев это, воскликнула, как это круто. Тень Ушио поняла, что ей нужно лишь еще раз просканировать настоящую Ушио, чтобы вернуть себе тело. Тень Ушио заметила, что в ее голове появились мысли об убийстве настоящей Ушио, чтобы стать единственной Ушио. Казалось, что у всех теней это было инстинктивным желанием. И 20 числа Ушио и ее тень записали видео, чтобы отправить его Шинпею. Тень Ушио теперь все вспомнила. Поэтому тень Ушио решила показать Шинпею и Сью, что произошло на следующий день, 21 числа. В этот день они все вместе пошли купаться. Все вели себя как обычно. Усио и ее тень скопировали этот купальник, и Усио велела своей тени превратиться в ожерелье, чтобы выйти на улицу. Затем Мио увела ребенка, и Шори внезапно исчезла. Никто этого не видел, поэтому тень Усио не смогла воссоздать это событие. Затем они обнаружили, что Шури была в море. Тень Усио почувствовала, что там внизу есть еще одна тень, поэтому они с Усио нырнули. Они увидели, что тень Шури тянет ее вниз. Тень Усио бросилась на тень Шури и вытащила ее на поверхность. Но тень Шури рассеялась и схватила Усио. Настоящей Усио пришлось убрать тень Шури, чтобы тень Усио смогла вытащить Шури на берег. Но затем тень Шури схватила саму Усио и задушила ее. Тень Усио вынырнула и снова поймала тень Осио. Тень Шури окрасила ее в черный цвет, и она упала. В то время как настоящая Шори испарилась и ждала, когда Миа придет и спасет ее. Сью тоже нырнула и была потрясена, увидев, что Усио медленно погружается в воду. Тень Усио чувствовала себя виноватой за то, что не смогла защитить Шури. Она решила изменить события 24 числа и вместе с Шинпеем уничтожить все тени. Су и Шинпей были в ярости из-за этих теней, но внезапно Шури в этом воспоминании отреагировала и сказала, что наконец-то нашла Шинпея. Она коснулась его руки и превратилась в мать теней, которые появились 24 числа. Затем им пришлось покинуть это воспоминание, и на руке Шинпея появился черный отпечаток.
В тот день под водой тень Усио чуть не стерла все свои данные. Но, к счастью, ей удалось сохранить часть воспоминаний, и 24 числа она смогла найти Шинпея. Затем начался дождь, и все трое решили зайти в старую клинику. Мио и Тауки укрылись от дождя на автобусной остановке, где неожиданно встретили дядюшку полицейского, который искал супермаркет Шори. В тот вечер Шинпей снова встретил его в лесу. Ушио превратилась в кулон. Все трое отправились в старую клинику семьи Су. Он приходил сюда с офицером Тёцу много лет назад, но отец поймал его и отправил домой. Тогда он не придал этому значения. Но теперь Шинпей задумался, что же его отец сделал здесь тогда. Все трое зашли внутрь и начали осматривать помещение в поисках улик. Шинпей надеялся найти что-нибудь о болезни теней. Ушио поднялась наверх, чтобы поискать там, а Су обнаружил здесь шкаф с ядами. Шинпей просматривал бумаги, когда Су позвал его, потому что нашел странную статуэтку. Глядя на статуэтку с рыбой в руках, они решили, что это бог рыболовства Ибису, но поискав в интернете, они выяснили, что это бог Харука, которому поклонялись жители острова. Считалось, что Харука был уродливым богом. Таким образом, это был первый раз, когда они увидели статую Харука. Внезапно Шинпей заметил что-то странное на стене. Он позвал Ушио и попросил ее залезть в эту щель и проверить. Она залезла внутрь и осмотрела все вокруг. Она обнаружила, что внутри есть замок. Ушио пожаловалась, что проголодалась, и Шинпей достал рисовые шарики, чтобы они перекусили. Поев, Шинпей, глядя на Ушио, которая наелась досыта, понял, что эта статуэтка Харука, скорее всего, изображает женщину, и попросил Ушио проверить, нет ли чего-нибудь внутри статуэтки. Она нашла ключ внутри и с помощью волос сделала слепок. Дверь в стене открылась, и за ней оказался проход. Но Ушио знал, что там внизу много теней. Су не понимал, почему в старой клинике его семьи дверь открывалась только с помощью тени. Он знал, что его отец наверняка был замешан в этом. Затем все трое решили спуститься вниз и проверить. Там оказался бункер, который, похоже, был построен во время войны. Там были следы того, что кто-то был скопирован, но это произошло довольно давно. Шинпей хотел, чтобы Ушио знал, что на этот раз ему не стоит безрассудно бросаться в бой, потому что он может возродиться в петле, но Ушио не был уверен, что это возможно. В худшем случае ему придется ждать до 24 числа, чтобы снова встретиться с ней. Вдруг они увидели, как в переулок забежала крыса, и Ушио почувствовал присутствие тени. Когда Шинпей взглянул на тень, она приняла форму ребенка, но у нее не было верхней части головы. Затем он велел Ушио отойти в сторону и бросил в нее камень, но тень никак не отреагировала. Он должен был выйти и выстрелить в нее гвоздями, но тень увернулась. Он продолжал стрелять, и тень бросилась на Су. Су взмахнул палкой, но тень слилась с палкой и схватила его. Шинпей чувствовал, что ему нужно выстрелить, но если он не выстрелит сейчас, то окажется в опасности. Он успокоился и сделал 3 выстрела в тень, а затем велел Су подбросить ее, чтобы Ушио смог прикончить ее. Ушио все еще чувствовал присутствие тени впереди, поэтому они решили продолжить путь. Шинпей хотел, чтобы Сью защитила Ушио и не дала ей умереть раньше него. Тогда Сью спросила Ушио, может ли она скопировать пистолет с гвоздями, и та согласилась, но копия не работала. Копия становилась пригодной к использованию только в том случае, если оригинал ломался или исчезал. Ключ, который был у них раньше, работал, потому что это был неподвижный предмет, но вещи, которые работали на топливе, скопировать было невозможно. Однако у копий было преимущество. Если у них заканчивались патроны или топливо, он мог попросить Ушио сделать еще одну копию. Затем они втроем прошли через пещеру, полную острых камней. Резкий запах соли подсказал Шинпею, что они находятся недалеко от моря. Внезапно Ушио поняла, что их окружили тени. Тени окружили их, и Шинпей велел Ушио бежать. Тем временем Нагума и мистер Нейджу почувствовали что-то в канализации и решили спуститься вниз и проверить. В это же время группа Шинпея была вынуждена бежать без оглядки. Палка Су теперь была бесполезна. Но Шинпей заметил, что тени преследовали только Ушио, поэтому ему пришлось воспользоваться огнетушителем, чтобы справиться с ними, потому что ни одно существо не боится огня. Рунусук и мистер Нейджу шли по канализации и наткнулись на тени. Тем временем Мяо нигде не могла найти Шинпея и Сью, и когда она их позвала, они не ответили. Внезапно она увидела резинку для волос Шори. Она увидела неподалеку Шори и побежала к ней, но столкнулась с Тецу. Мяо спросила его, видел ли он Шори, но он не знал. Однако они оба увидели тень, указывающую вниз в канализацию. Мио слышала, что Шинпей был где-то здесь, и хотела пойти с Тёцу на его поиски, но он отказался, потому что там было грязно и жутко. К тому же у него было назначено свидание с девушкой, и он не хотел никуда идти. Но Мио сказала, что если они пойдут туда и найдут Шури,
то он станет героем, и его девушка, конечно же, будет им гордиться. Поэтому он решил вернуться и спуститься вниз, чтобы спасти людей. Группа Шенпея побежала к другой пещере и увидела там кораллы, что было странно, потому что подводные обитатели оказались на суше. Ушио поняла, что это были тени, но вода здесь была морская, значит, эта пещера должна была выходить к морю. Однако Су сообщил, что баллон с газом пуст, и теперь они были в опасности из-за теней. Ушио почувствовала себя плохо и сказала, что ее рука еще не зажила. Ей нужно было, чтобы Ушио отсканировала ее тело и восстановила руку, но тело Ушио превратилось в пепел после кремации. Она могла бы удалить эту руку, чтобы избавиться от боли, но тогда ее боевые способности уменьшились бы. Шинпей хотел вернуться и попытаться спасти эту руку для Ушио, но вдруг кто-то появился, и все были потрясены, когда увидели, что это была младшая сестра Сью, Тауки, которая пришла с двумя тенями. Тем временем Мунасук и мистер Нейджу застряли у забора из стальных прутьев в канализации. Мистер Нейджу знал, что им нужны были кусачки, чтобы пробраться через забор. В то же время им нужно было узнать больше информации, потому что этот проход мог вести в пещеру Хирука, о которой в этих местах ходили легенды. Они решили найти отца Кокири и спросить, жив ли он еще. Вдруг они оба услышали, как я спускаюсь сюда. Мео и Тецу все еще думали, что преследуют Шори. Затем они увидели Шори по другую сторону железной ограды. Она заставила железную ограду исчезнуть, чтобы они могли пройти. Когда они прошли, группа Расука тоже решила пойти за ними. Таки сообщил, что Сью и Шинпей нарушили границы священного места. Всем нужны были ответы, но Тауки лишь сказала, что хочет забрать бракованный предмет, а они оба могут вернуться. Тауки подошла. Шинпей прицелился, чтобы выстрелить в тень. Но, к сожалению, Тауки была реальным человеком, а Шинпей никогда бы не смог выстрелить в живого человека. Тауки решила, что им пора поговорить. Шинпей отбросил в сторону пневматический пистолет и решил сдаться. Тауки решила захватить Ушио. Но Шинпей и Ушио хотели знать правду. Шинпей был уверен, что их отец замешан в этом. Тауки знала, что рано или поздно правда откроется, поэтому она решила отвести их обоих, если они оставят здесь все свое снаряжение. Тем временем Расук и мистер Нейджу разбирались с тенями и заметили, что кораллы и морские анимоны здесь должно быть тоже были тенями. Они были поражены, увидев, что Шури все еще жива. Бунасук предположил, что когда он ударил молотком, тень воспользовалась этим и скрылась в дыре, образовавшейся от удара. Шури спросила, зачем Нагума вернулся сюда. Потому что он ясно дал понять, что убьет ее, если она вернется. Он также знал, что Нагума был одержим личностью Расука. Нагума на мгновение вернулся и был удивлен, что Шури на самом деле была тенью по имени Хайн. Внезапно снова появилась четырехрукая черная тень. Он спросил у Расука, который выстрелил в Шинпея, но промахнулся, куда тот делся. Хайн воспользовался моментом, чтобы просканировать Расука, и понял, что они оба не знают, где находится Шинпей. Не видя больше смысла в поисках, Хайн позволил тени убить их обоих, но сам был настороже, потому что знал, что Расук может видеть на 2 шага вперед. Затем мистер Нейджу выбежал, чтобы заслонить собой Расука от пули. Расук попытался выстрелить в ответ, но тень отразила все его выстрелы. Тогда он выстрелил в ответ, заставив Расука отступить, но все равно попал в него одной пулей. Тень увидела, что из раны течет черная кровь, и поняла, что пуля попала в печень, и что смерть неизбежна, поэтому не стала преследовать их. Хайн почувствовал голод и приказал тени вернуться, потому что Тауки поймала 2 людей, которых они искали. Тауки рассказала, что ее отец втянул ее в это, но он не хотел, чтобы Су тоже был замешан. Она сама не хотела, чтобы Мяо узнал правду, поэтому надеялась, что Шинпей сохранит ее тайну. Ушио заметил, что Шинпей пытается приблизиться к разгадке тайны, прежде чем снова запустить временную петлю. И тогда они добрались до пещеры бога ХРК, где их встретила тень с вытянутой головой, как у статуи, которую они видели наверху. Но на самом деле владельцем этой тени была девушка, которую Шинпей видел на фестивале. Он решил, что если узнает, зачем она здесь, то сможет понять, что она замышляет, и остановить ее. Тауки рассказала, что это была первая форма, которую скопировал бог Хиука. Но вместо того, чтобы позволить людям называть ее именем бога, она предпочитала, чтобы ее называли Хайн, и она была матерью теней. Но в последнее время Хайн не могла двигаться, и ей нужно было новое тело. Этим телом стала никто иная, как Шури. Шинпей пришел в ярость, когда понял, что именно она убила Ушио и Мии на церемонии, а также была тем монстром, который поглотил весь остров. Шинпей гневно закричал и уже был готов попасть в руки Хайн, которая протянула к нему свои длинные руки, но Тауки пришлось позвать кого-нибудь, чтобы принесли еды для Хайн. Иначе она могла впасть в бешенство. В среднем на этом острове каждый год погибало 4 человека,
и Тауки с отцом Су приносили Хайн их тела, чтобы она могла их съесть. Тауки была готова умереть от рук Шинпея, если бы он захотел. Она сказала это потому, что один из двух трупов, лежащих там, был настоящим телом Ушио. Шинпей был очень удивлен и спросил, что случилось с костями, которые они получили вчера. Это была всего лишь копия, а настоящее тело Ушио было заменено другим. Он спросил Тауки, знает ли она, что Шури похитили, а Ушио убили. Она знала о похищении Шури, но смерть Ушио стала неожиданностью, потому что она вечно совала свой нос в чужие дела. Сюэ сердито шагнула вперед и спросила, где их отец, чтобы он все объяснил, но Тауки подумала, что она должна была смириться с этим из-за Сюэ. Это был единственный способ сохранить жизнь Хайн. Если бы она осталась жива, то и их мать тоже могла бы жить. На самом деле мать братьев умерла, и Хайн создала тень, но не могла контролировать ее мысли, поэтому она стала похожа на мать братьев. Хейн тем временем сканировал труп, чтобы съесть его. Шинпей понял, что настал момент, когда нужно действовать. Он подал знак тень Ушио, чтобы та принесла ему пистолет, когда Хейн собирался просканировать труп Ушио. Он помог тень Ушио освободиться и вернул ей тело настоящей Ушио. Тауки считал, что Шинпей поступает глупо, потому что они никогда не смогут победить тени. Но тень Ушио думала, что Тауки просто поддался влиянию теней. Они использовали слабость семьи Тауки, чтобы утолить свой голод. Ей было все равно, бог это или кто-то другой, потому что люди не были для них пустым местом. Хейн превратил медсестру, которая находилась рядом с ним, в монстра. Когда она бросилась вперед, тень Ушио тоже побежала ей навстречу. Шинпей хотел убедиться, что это не сон, но сейчас был тот самый героический момент, который он не хотел упускать. После боя тень Ушио восстановила свою руку, и благодаря этому она ударила прямо в тень монстра и прикончила его. Шинпей был уже близко и мог прикончить Хейна. Но его руку тут же отрубили, и появилась четырехрукая тень. Она схватила Мео и вывела ее, чтобы угрожать группе Шинпея. Тауки был в ярости, потому что они явно обещали не трогать Мео. Но им было все равно, потому что люди на острове не доживут до завтрашнего дня. Тауки не знал, о чем он говорит, потому что они договорились, что завтра Хейн съест только один труп и уйдет, а мать вернется домой. Тауки был в ярости, и Сью пришлось заслонить сестру от пули. Но сразу после этого он выстрелил еще раз. Тем временем полицейский Тецу случайно нашел Нагума. Она спросила, где находится Мяо, и узнала, что Мяо схватили. Тогда она попросила Тецу отвезти ее прямо в пещеру. В это время Шинпей стал свидетелем того, как двое детей из семьи Суи погибли. Хейн приказал тени Ашио подойти к нему и начал хватать Шинпея, чтобы заставить его подчиниться. Хейн также забрал глаз Шинпея, но не смог его извлечь. Тогда четырехрукий злодей сказал, что глаз Шинпея поможет ему увидеть множество параллельных миров и воплотить в жизнь его желания. Однако, похоже, его сила все еще не могла полностью контролировать Шинпея, и поскольку они не хотели, чтобы он вмешивался в их планы, они решили, что он умрет последним, когда их план будет завершен. Сказав это, он раздавил голову Мяо на глазах у беспомощного Шинпея и Ушио. Когда Шинпей уже был готов впасть в отчаяние, Тецу упал на землю и отвлек внимание. Нагума выстрелила тени в голову, а затем направила оставшуюся пулю в Шинпея, но тень успела заслонить его и выстрелить в Нагума. Однако она выиграла достаточно времени, чтобы Шинпей успел выпить яд, который он взял в клинике. Он заранее обсудил это с Су и Ушио, сказав, что если что-то пойдет не так, он выпьет яд и начнет все сначала. Для того, чтобы убить его, достаточно было лишь небольшой дозы, но если выпить всю бутылку, это убьет его мгновенно, но будет очень болезненно. Шинпей использовал свой последний вздох, чтобы сказать им, что он будет повторять это столько раз, сколько потребуется, чтобы остановить их. Тем временем Ушио пыталась остановить процесс разрушения, который начал Хейн. Она приказала тени убить Ушио, но Ушио удалось вернуться в прошлое вместе с Шинпеем. Ушио был убит горем, потому что Мио снова пришлось умереть, но Шинпей хотел, чтобы она забыла о том, что произошло, потому что теперь им нужно было найти способ справиться с этими тенями. Затем он вернулся в тот момент, когда он впервые познакомился с Нагума и мистером Недзу, только на этот раз он вернулся вместе с Ушио. Ушио была вне себя от радости и бросилась обнимать Нагума, а мистер Недзу заподозрил, что Шинпей был сообщником теней, но Нагума хотел знать, что произошло. Затем им пришлось рассказать обо всем, и Нагума понял, что произошло. Она также подозревала, что Ушио передала Шинпею свой глаз из какой-то другой временной линии, потому что он получил его, когда вернулся на остров. Затем Ушио показала Нагума все, что произошло в предыдущей временной линии, и они поняли, что разделяться и действовать порознь сейчас было бы неразумно. Казалось, что им не нужно было уничтожать Шури,
потому что тень Шури была лишь частью Хейна, и уничтожать ее было бесполезно. Но Ушио считала, что они должны продолжать уничтожать Шури, потому что теперь она верила, что у нее есть возможность уничтожить эту тень. Тем временем Су пришел к отцу и хотел ему что-то сказать. Отец отказался, потому что был очень занят. Тогда мать Су попросила его выслушать сына. Су дали 5 минут, чтобы он мог все рассказать отцу вечером. В тот же день группа Шинпея снова вернулась в супермаркет Шури, чтобы осуществить свой план. Ранее Ушио объяснила, как она может уничтожить тень, а Шинпей рассказал, что он знает, что Расюк находится внутри Нагума. Он спросил, убил ли Хейн Расюка, и Нагума подтвердил, что это правда, а также то, что Хейн когда-то был ее другом. Расук повторил все действия из предыдущей временной линии и, услышав план, записанный на диктофон, снова отправился в путь. Шинпей был полон решимости разобраться со всеми, начиная с Четырехрукого и заканчивая Хайн. Расук снова вошел в здание, а Шинпей отправил Ушио на улицу. Ушио вдруг поняла, что может воссоздать пистолет, который сломался в предыдущей временной линии. Шинпей сожалел, что пистолет был уничтожен, но у мистера Нейджу было еще 2 оригинальных пистолета, которые Ушио могла бы отсканировать. Ушио отсканировала второй пистолет и стерла оригинал, чтобы она могла воссоздавать его снова и снова. Шинпей сказал, что через 2 минуты Расук отправит сообщение о том, что план изменился, и Шури выпрыгнет из окна, чтобы они могли поймать ее, а Ушио могла стереть ее воспоминания. Но из окна выпрыгнул Расук. Он хотел, чтобы вся группа сбежала, потому что на этот раз это был не 22-й день, который знал Шинпей. Четырехрукий бросился к Расук. Хайн рассказал, что в предыдущей временной линии он оставил метку на руке Шинпея. Поэтому, куда бы он ни пошел, он все равно его найдет. Когда Четырехрукий бросился вперед, мистер Нейджу выстрелил ему в спину, но тот продолжал двигаться и быстро расправился с ним. Затем он схватил Шинпея, но Ушио удалось убить его и на мгновение поглотить его, прежде чем телепортироваться вместе с Шинпеем. Хайн сказал, что это было просто приветствие, и куда бы ни пошел Шинпей, она будет преследовать его и лишит его сил. Теперь Шинпей понял, что они действительно были слишком наивны и снова все испортили. Что касается того, как Ушио поглотила Четырехрукого, то было странно, что у него вообще ничего не осталось. Все, что она чувствовала в нем, было пустотой. Но от него пахло, как от Хайна. Они оба вернулись позже, но шел дождь, что показалось Шинпею странным, ведь 22 числа дождя не было. Неожиданно он увидел, как Нагума и ее брат-близнец Рунасук вошли в магазин Алана. Он увидел, как они вошли в магазин Алана, и последовал за ними. Это действительно были Нагума и ее брат-близнец. Шинпей понял, что это явление было похоже на ту петлю, в которой он оказался в первый раз. Это были воспоминания Нагума, которые она хранила долгие годы. Благодаря этой возможности он встретился со своей матерью, когда ее повесили. Это было 14 лет назад, а сегодня был юбилей магазина. Мать Шинпея пригласила Нагума и ее брата остаться на праздник, но Нагума не любила большие скопления людей и ушла рано. Друг Нагума, который также был отцом Шури, пытался уговорить ее остаться. В это время вернулись отец Карикири и Шинпей. Он дорожил этим моментом, потому что это помогло ему вспомнить своих родителей. Он рассказал Ушио, что они оба были археологами и часто ныряли с аквалангом в этих местах. В то же время Шинпей услышал, как Рунасук сказал, что у такого неприятного человека, как Нагума, наконец-то появился друг. Никто не знал, кто был другом Нагума. Затем сцена внезапно изменилась. Шинпей оказался в старой клинике Сью. Нагума сказала, что ее друг был довольно загадочным и обычно появлялся здесь, когда на втором этаже загорался свет. Двое других подумали, что Нагума бредит, и сказали ей идти домой, но она отказалась, вынудив их уйти первыми. Через некоторое время свет действительно загорелся, и другом Нагума действительно оказался Хайн. Хайн извинился перед Нагума, потому что она еще не была готова встретиться со своими друзьями, и Хайн также сказал, что Шат хочет, чтобы она перестала встречаться с Нагума. Нагума спросил, кто такой Шит, и ему ответили, что он воплощение жадности и у него 4 руки. Теперь понятно, кто такой Шит. Время продолжало идти, и Ушио почувствовал, что это не тот Хейн, которого они знали. Прошло лето, и Нагума отправился на гору, чтобы встретиться с Хейном, но его увидел мистер Нейджу. Он хотел, чтобы она держалась подальше от этого места, потому что его наняли ловить змей. Тем временем Рунасук услышал, что Нагума купил много еды, но не знал, куда она ее отнесла. Поэтому он сразу понял, что его сестра снова отправилась на гору и побежала искать ее там. Рунасук нашел Хейна, и Шинпей понял, что сегодня, похоже, Рунасука убьют. Он попытался позвать его, но это было не в его временной линии, поэтому он не мог вмешаться. И тут появился Нагума и увидел, что Хейн убил Рунасука. Только сейчас Хейн поняла, что она натворила, и закричала. Вдруг ее правый глаз вылетел и исчез.
Затем Нагума столкнулась с двумя тенями, и мистеру Нейджу пришлось прийти ей на помощь. В этот момент Рунасук официально вошел в тело своей сестры. Тень, которая была копией мистера Нейджу, ранила его в левый глаз, и Рунасук увел его, но вскоре две тени бросились за ними в погоню. Рунасук шагнул вперед, вытащил нож из головы тени и расправился с ней. Способность видеть на 2 секунды вперед помогла Рюнасуку уклониться от атаки тени мистера Нейджу, а затем он повернулся, чтобы расправиться с ней. После этого случая семья Нагума решила покинуть остров. Когда они уходили, Нагума увидела Хейна, который пригрозил покончить с собой, если она когда-нибудь вернется. Затем Синпей вернулся в прошлое и оказался в супермаркете, где они встретились с Шиори. Синпей сказал Нагума изменить план, потому что они были разоблачены. Хейн тоже обнаружил эту временную линию и понял, что Синпей сокращает время, которое они проводят вместе, с каждой новой смертью. Поэтому им нужно было постепенно разобраться с Синпеем. Теперь Синпей принес торт Нагума, и они оба сейчас в школе. Синпей спросила состояние Рюносуки. Она не хочет, чтобы Рюносуке много дрался, поэтому Синпей думает, что она беспокоится о своем брате. Но на самом деле это потому, что из-за того, что Рюносуке постоянно дерется, ее тело находится на пределе возможностей. Один только бой Рюносуке в тот день, когда он сражался с тенью мистера Незу, заставил ее тело болеть в течение 4 или 5 дней. Нагума знает, что тени скоро придут за Синпеем в эту временную линию, поэтому им нужно собрать людей, чтобы нанести упреждающий удар по теням. Затем они собрали группу Мио, Су и попросили у Шио показать им воспоминания из разных временных линий. Затем Синпей встал и произнес речь, так как он должен был возглавить эту атаку. Синпей встал и начал говорить. Тем временем снаружи Мио убила тенью мистера Незу, а Шит взял его пистолет и прицелился. Внутри Синпей закончил свою речь, и Тэцу подумал, что он просит их рисковать своими жизнями ради него, но Мио и братья Си решили последовать за ним. Тэцу колебался больше всех, но когда он увидел, что все решили последовать за Синпеем, он присоединился к ним, чтобы сохранить лицо. Однако, как только Синпей обрадовался, он понял, что его снова отправляют в прошлое. Ушио побежал обратно и сообщил ему, что его возвращение было связано с тем, что он получил пулевое ранение в голову. Похоже, они убили мистера Незу, и он понял, что был неправ, когда отпустил мистера Незу. Время, отведенное Шинпею, подходит к концу. Шинпей знает, что Хейн осознал, что его способности несовершенны, и теперь им нужно просто выследить его, пока он не сможет все исправить. Шинпей встретился со всеми и сообщил, что у него осталась всего одна петля. В предыдущей петле он умер в 55 лет, а сейчас ему 20 часов 7 минут. Если он умрет, как в прошлый раз, то время будет идти до 7 часов вечера. Если он умрет снова в то же самое время, то не сможет вернуться, потому что лимит времени будет больше, чем то время, которое он может прожить. Он упадет с обрыва и погрузится во тьму отчаяния. Мистер Незу не знает, как они нашли его, но, похоже, в предыдущей временной линии Хейн сканировал Нагума и получил доступ к ее воспоминаниям. Зная, как она будет действовать, мистер Незу беспокоится, что тени отсканируют его пистолет, и это место перестанет быть безопасным. Но Ушио сообщает, что теневые копии не могут удаляться от объекта сканирования более чем на 50 метров, а значит их дальность стрельбы составляет всего 50 метров. И она может засечь их приближение. Но Шинпей знает, что оставаться на одном месте бесполезно, поэтому он использует метку, которую оставил на нем Хейн, чтобы заманить ее в ловушку, и они устроят внезапную атаку. Он ждал в открытом поле, и, конечно же, Шет и Хейн привели с собой армию. Шинпей хочет сразиться с ними в честном бою, и Шет принял вызов. Он только что послал меня, чтобы я атаковал их, но в этот момент Ушио превратился из часов в человека и унес Шинпея. Мистер Незу попытался выстрелить в тень Шиа, но это не возымело никакого эффекта. Ушио и Шинпей хотели заманить тень Мио, чтобы она последовала за ними, но Хейнс остановил ее и послал других теней, чтобы они ее схватили. Шит, заметив, что мистер Незу создает проблемы, бросил в него камень. Мистер Незу увернулся, и камень лишь слегка задел его. Тогда Хейнс приказал тени ее расправиться с мистером Незу. Ушио и Шинпей заманили тени, чтобы Расук с ними разобрался. В это время мистер Незу, зная, что тень Мио ищет его, пытался защититься. Но группа Мио, которая находилась здесь внизу, уже ждала ее. Сью промахнулся, и таки пришлось вызвать двух больших теней, чтобы они разобрались с Мио. Тем временем Расук сражался с тенями, но внезапно одна из них проскользнула мимо, и Шиа выстрелил в Шинпея. Расук увидел это и заслонил собой Шинпея, чтобы пуля попала в него. Зная, что Хейн сможет видеть на 2 шага вперед, как и он сам, Расук решил пожертвовать собой, чтобы выиграть время для Шинпея.
Шинпея. Но мистер Незу вовремя выстрелил из пистолета, чтобы помочь Расуку сбежать. Затем Хейнс выглянул наружу и увидел, что тень Мио сражается с двумя большими тенями. Она пыталась управлять этими двумя большими тенями, но они слушались только Тауки. Ушио уничтожил связь Мио с этими двумя большими тенями, заманил их в ловушку, а затем поглотил тени позади себя, чтобы стать сильнее и преследовать их. Тень Мио слилась с рукой большой тени и прицелилась в Тауки, но Мио и Сью оттолкнули ее назад. В этот момент Шет последовал за Ошио в спортзал, но она выпустила из рук пучок волос и превратила его в бензин, чтобы Шинпей мог зажечь огонь. Эти тени тоже очень боятся огня, поэтому Хейн отделил несколько теней от Шинпея, чтобы разобраться с ним. Однако Тецу выстрелил из пистолета, чтобы привлечь внимание, а Ушио переключил пистолет на Шинпея, чтобы тот мог выстрелить, и попал в Хейна. Ушио хотела броситься к Хейну, чтобы стереть его, но замешкалась и была схвачена Шидом. Он трижды выстрелил в Шинпея и решил, что сначала убьет Ушио, а потом Шинпея, чтобы посмотреть, что будет. Но Ушио оказалась умнее. Она создала свою копию, а сама ударила тень сзади и начала стирать ее, и Шинпей заметил, что внутри тени была человеческая рука. Хейн закричал, и огонь погас. Всем стало трудно дышать, и стекла в окнах начали трескаться. Они выбежали из зала, а Шинпей бросился к Ушио. Она была ранена осколками стекла, но Шинпей предусмотрительно надел на нее самодельный бронежилет. После этого Нагума сообщил им, что Хейн выкачал воздух из спортзала, создав вакуум, который всосал в себя воздух снаружи, дав им возможность сбежать, прежде чем Ушио смогла бы узнать, кто скрывается под маской Шида. Однако сегодняшний вечер можно считать победой, потому что никто не погиб. Более того, группа захватила Тенью и решила сделать из нее союзницу. Тенью была официально приручена. Она рассказала всю информацию, которая была ей известна, группе Шинпея. С момента ее создания и до того, как она повредила тормоза, чтобы сбить меня с ног и отправить в больницу, а затем прикончила меня, когда у нее появилась такая возможность. Хейн создал ее для того, чтобы она охотилась на Ушио, которого, очевидно, считали предателем. Была еще одна важная деталь. Причина, по которой тени охотятся на оригиналы, заключается в том, что если оригинал жив, то тень проживет всего неделю. А поскольку я, оригинал, все еще жив, то у тени, которая является мной, осталось всего 6 дней. Но этого более чем достаточно. Тауки считает, что тени с самого начала обманывали ее. И похоже, что отец двух братьев тоже знал истинное предназначение теней, но все равно решил служить им. Поэтому Сью решила встретиться с отцом в тот вечер, чтобы все прояснить. Вечером Шинпей попросил тень, которая была мной, защитить настоящего меня. Тень, которая была мной, заметила, что он ее боится. Она спросила, есть ли у Шинпея в Токио девушка, на что он ответил, что нет. Затем он вместе с остальными отправился в дом Сью, чтобы найти ее отца. Но когда они пришли, дверь была не заперта. Внутри все было перевернуто. Казалось, что тени хотели что-то уничтожить, но не знали, где это находится, поэтому они все разбросали. Затем группа отправилась в больницу и услышала звук застрявшего лифта. Проверив, они обнаружили застрявшую в лифте коляску матери Сью. Внезапно промелькнула тень и ударила по двери морга. Осторожно вошла внутрь и ничего не нашла. Но Тауки знал о секретном проходе внизу и легко провел группу внутрь. В нем должно было находиться тело Аши, но, похоже, его перенесли через проход, ведущий прямо в пещеру Хайн. Затем группа спустилась вниз и обнаружила мать Сью, которая пыталась убить отца двух братьев. Аши бросился к ней, оттолкнул ее от Хайн, но они увидели, что отец Сью перестал дышать, и братьям пришлось сделать все возможное, чтобы привести его в чувство. Он действительно очнулся и понял, что больше не может прятаться. Но он все равно решил встать на сторону Хайн и украл у Сью пистолет, чтобы выстрелить в Тауки. Он уже собирался выстрелить в Аши, но Тауки отбил пулю. Потому что это был не настоящий Тауки, а его тень. Настоящий Тауки был в машине с Мио и находился под защитой мистера Незу. Теперь доктор позволил Мио провести сканирование, чтобы найти информацию. Но оказалось, что его тень была создана и уничтожена, поэтому он получил иммунитет. Услышав это, доктор был потрясен, и, похоже, тени обманули его. С другой стороны появилась медсестра. Она вынесла настоящее тело Аши из зоны обстрела Шинпея и передала группе сообщение от Шаи. Аши хотел броситься за ней, но Шинпей остановил его, понимая, что это ловушка. Он знал, что доктор больше не будет молчать, как раньше. Доктор попросил их позвать сюда настоящего Тауки. Мать двух братьев тоже пришла в себя и узнала правду о том, что она сама была тенью. Доктор сообщил, что если Хайн умрет, то все тени тоже погибнут. Хайн пыталась полностью восстановить свои силы,
потому что хотела вернуться домой, на свою родину, туда, где жили только тени. Доктор хотел помочь ей, чтобы она могла забрать с собой тени его и его семьи. Вот почему он не переживал из-за того, что двое его детей умерли. Но его жена считала его слишком эгоистичным и пыталась объяснить ему, как сильно он нужен двум своим детям и всем жителям этого острова. Затем он достал из сейфа тетрадь, в которой были записаны все пациенты, которых он скормил Хайн, включая родителей Шинпея. Они погибли не в результате несчастного случая, а были убиты, чтобы все выглядело как несчастный случай, потому что они нашли пещеру Хайн. Когда Шинпей захотел узнать, кто такая Ши, он рассказал, что он был первым человеком и директором, который основал эту клинику. Той ночью, когда наступило 23 число, Ушио пришла к Нагума и сказала, что видела свои прошлые воспоминания. Ушио знала, что глаз, отделившийся от Хайн, был ее собственным, поэтому она очень боялась, что однажды тоже сойдет с ума, как Хайн. Но если бы это случилось, Нагума сама бы позаботилась об Ушио. Тем временем Мия столкнулась со своей тенью. Тень Мии раскрыла все недостатки, которые Мия скрывала в себе, и она всегда считала себя хуже Ушио, поэтому не осмеливалась выразить свои истинные чувства к Шинпею. Если бы она не решалась заговорить, тень Мии сама бы все сказала за нее. Сюэ привели к праху его матери. Его семья служила теням на протяжении 300 лет, и только одному члену семьи в каждом поколении разрешалось знать эту тайну. Потому что Сью была очень доброй и ценила человеческую жизнь, поэтому старик не хотел впутывать ее в это дело. Тауки посоветовал Шинпею немного поспать, потому что тот, похоже, не спал уже бог знает сколько времени. Поскольку все были в сборе, он мог спокойно отдохнуть. Шинпей решил спокойно лечь спать. Мистер Неджу собирался незаметно пробраться домой, но Ушио заметила его и решила проследить за ним. Она пошла за ним и, несмотря на его запрет, вошла в дом, потому что почувствовала там чье-то присутствие. Ему пришлось отвезти ее в подвал, где они встретили его жену, которая превратилась в тень. Она была в ярости, и он хотел покончить с этим раз и навсегда. Ушио хотела помочь ему спасти жену, но ему это не понравилось, потому что это убило его настоящую жену, и она все еще оставалась его злейшим врагом. Он попросил Ушио уйти, чтобы он мог покончить с этим, и она ушла. На следующее утро Шинпей проснулся и увидел, что все в безопасности, поэтому он смог продлить действие своего заклинания. Затем группа решила уничтожить несколько теней на острове. Они разделились на три группы. Группа Нагума зачищала одну территорию, он и Ушио шли на другую. В то время как две Мио и Сью возвращались, чтобы помочь дяде Алану и защитить друг друга. Теневая Мио намекнула, что Мио не нравится, что Ушио и Шинпей вместе, но настоящая Мио не обратила на это внимания и отрезала Ушио волосы, чтобы теневая Мио могла скопировать их и сделать себе короткую стрижку. Перед уходом Мио сказала Шинпею, что после этого ей нужно кое-что ему сказать, поэтому она хотела, чтобы Шинпей вернулся целым и невредимым. Затем он отправился с Ушио в дом их старого учителя. Действительно, ее убила тень. Она была учительницей большинства детей на острове, и у них обоих осталось много воспоминаний и знаний, полученных от нее. Поэтому они решили отомстить за свою учительницу. Они поднялись на гору, чтобы найти ее, и услышали крики детей. Когда они пришли, тень учительницы собиралась убить троих детей. Шинпей и Ушио бросились на помощь и одновременно сразили тени. Но тень учительницы сбежала и напала на них, вынудив Шинпея выстрелить. Затем они придумали историю, чтобы обмануть детей, и хотели, чтобы те сохранили в тайне, что Ушио тень. Неожиданно Ушио произнес несколько очень странных слов, не осознавая этого. Но прежде чем они успели разобраться, что к чему, позвонил Нагума. Затем они встретились и поняли, что во всех домах, которые они осмотрели, остались только черные следы. Соседи думали, что хозяева этих домов уехали на остров навестить родственников, поэтому не обратили на это особого внимания. Казалось, что тени прятались, чтобы дождаться завтрашнего дня, когда их план будет приведен в исполнение, и Ушио не смог бы их легко обнаружить. После этого Шинпей понял, что ему нужно делать. Он всегда хотел побывать в одном месте, где его в первый раз убила тень, в храме Харука. Он хотел встретиться со священником Кокири. Священник тепло приветствовал Шинпея и пригласил его войти. Войдя в храм, Ушио заметил, что Кокири не был тенью. Они немного поболтали, и Ушио спросил, не пришел ли Шинпей, чтобы узнать о богине Харука, но Нагума уже рассказал ему об этом. В частности, люди предположили, что Харука на самом деле была пришельцем из космоса, обладающим способностью к копированию. Он упал на Землю сотни лет назад, затем превратился в кита, а потом его выбросило на берег этого острова, и он встретил первую попавшуюся ему на пути девушку, после чего она исчезла. Карикири подумал, что это всего лишь гипотеза Шинпея, но Шинпей упомянул о существовании теней и показал ему две фотографии.
Он спросил, почему Карикири появился на фотографии, сделанной в древности, и, конечно же, он знал, кто был первым человеком, открывшим клинику Сиу, а также проклятую четырехрукую тень. Шид, Нагума и остальные ждали снаружи, чтобы устроить засаду. Шинпей спросил, как Шиду удалось выжить с тех пор, как он появился, и почему он до сих пор выглядит таким изможденным. Ответ был прост. Он не был ни тенью, ни человеком. В предыдущих циклах группа Шинпея обсуждала, кем на самом деле была эта четырехрукая фигура. Большинство из них подозревали, что это был Кокири, потому что Хайн была богиней, а Кокири был жрецом ее храма. Во-вторых, эта четырехрукая фигура не была похожа на обычную тень, потому что она не могла ничего копировать или сканировать, а просто покрывала себя слоем грязи, чтобы скрыть свою личность, потому что знала, что все ее узнают. И в-третьих, когда в предыдущем цикле Рюнасук был убитым, когда Ушио показала это Нагума, она была уверена, что это был Кокири, потому что Кокири всегда вызывал у нее чувство дискомфорта, и эта четырехрукая фигура ничем не отличалась от него. Поскольку не было никаких конкретных доказательств, им нужно было проверить, не были ли обожжены руки Кокири во время драки в спортзале прошлой ночью. Кроме того, прошлой ночью доктор рассказал всем правду о том, что Шид вырастил Хайн, чтобы она могла рожать детей, а затем забрал у нее детей. С тех пор клан Шид разделился на две ветви. Одна поклонялась богу Хаину, а другая стала врачами и в некотором роде тоже служила Хаину. Но что было еще более отвратительно, так это то, что когда Хаин родил сына, то заметил, что ребенок был очень похож на него. Поэтому он скопировал свою личность и перенес ее в ребенка, чтобы вернуть себе молодость. Шид продолжал этот ритуал, чтобы возрождаться снова и снова. Хотя то, что он делал, было отвратительно, Шинпей все же хотел спросить его, почему он убил своих родителей. Он просто думал, что они умерли, потому что были настолько глупы, что пытались раскрыть правду о Хаине. Он знал, что у Шинпея не хватит смелости выстрелить в него, потому что он колебался. Он знал, что Шинпей задавался вопросом, почему на его руках не было следов от ожогов. Ушио постоянно просила его стрелять без колебаний, но он продолжал колебаться, вынуждая ее самой действовать решительно. Она убила Шида, а затем, воспользовавшись телефоном Шинпея, позвонила людям. Но внезапно из-за ее спины появился настоящий Шид со следами ожогов и ударил Ушио ножом. Шинпей выстрелил в него, но Шид уже успел нанести на себя слой черной грязи и направил копье прямо на него. В этот момент на него напали остальные, но было уже слишком поздно. Он знал, что на этот раз победил, и сожалел, что Ушио исчезла. Затем Шинпей вернулся к тому месту, где он спас детей в лесу, и на этот раз Ушио действительно не вернулась с ним. Хаин в облике ворона прилетел, чтобы позлорадствовать, что Ушио действительно больше нет. Она знала, что он снова стоит на краю обрыва, и если он умрет на этот раз, то все будет кончено. Затем она послала полчища теней к Шинпею. Он вдруг сунул руку в карман, и она почувствовала что-то, что заставило ее развернуться и уйти. Шинпей нашел в кармане у Ушио ее кулон. Затем он позвонил всем, чтобы сообщить об этом, и все были потрясены, узнав, что Ушио пропала. Шинпей договорился встретиться с группой Нагума на маленьком островке недалеко от моря во время отлива. Однако человеком, который позвонил группе Нагума, была Хейн, которая превратилась в Шинпея. А Шинпей не мог позвонить из-за слабого сигнала. Он побежал обратно в магазин, чтобы найти дядю Алана и спросить, где Мео. Дядя сказал, что Мео ушла с полчаса назад, чтобы встретиться с ним. Местонахождение неизвестно. Шинпей не понимал, как у него остался двойник, ведь он уже получил иммунитет, когда столкнулся со своей тенью. Казалось, что Хейн скопировала его, но вопрос был в том, как ей удалось скопировать его телефон и воспользоваться им, когда его собственный телефон был при нем. Внезапно Шинпей увидел связанную тень Мео и помог ей освободиться от гвоздей. Она показала ему, что Мео связала ее, потому что боялась, что она потеряет контроль, когда Ушио умрет. Шинпей понял, что был неосторожен, потому что в предыдущей петле, когда его тень скопировала телефон, а затем слилась с Хейн, она получила копию его телефона. Затем Шинпей получил звонок от Нагума. Но ответила Хейн, она хотела, чтобы он сделал выбор, сообщив ему, где находится группа Мио и группа Нагума, чтобы он мог решить, кого он спасет. Шинпей решил, что ему нужно что-то сделать, чтобы изменить ситуацию. 10 минутами ранее Саи и Мио пришли в сад дяди Алана и встретили там Шида. Он превратился в сгусток черной грязи, готовый убить их обоих. Тем временем группа Нагума, заподозрив неладное, решила проверить, что происходит с Шинпеем. Нагума приказал мистеру Нею и Тауке быть наготове, если она подаст сигнал. Затем она взяла молоток и отправилась на место встречи с Шинпеем, чтобы поговорить с ним. Она сообщила по телефону информацию, которую Расук должен был передать Шиду. Когда они встретились, Расук сразу понял, что перед ним Хайн. Он хотел, чтобы она перестала притворяться. И пока они разговаривали, неожиданно сзади к нему подкрался Шайд.
Казалось, что в нем уживаются две личности. Он знал, что у Расука есть преимущество, но Хайн разгадала его трюк. Шансы Расука на победу были практически равны нулю. Затем Хайн атаковала, и Расук понял, что она намеренно нападает, чтобы он не смог увернуться и выстрелить, как только она коснется ногами земли. Но Расук знал, что между тем моментом, когда Хайн увидела будущее на 2 секунды вперед, и тем, когда она передала информацию Шиду, была небольшая задержка. Поэтому он должен был действовать быстрее. Он использовал молоток, чтобы отразить пулю, а затем бросился на Шайда, но это не причинило ему никакого вреда. Шид заметил, что рана от вчерашнего выстрела все еще беспокоила Расука, и Расук понимал, что его сестра долго не протянет. Поэтому он попытался подать знак мистеру Нею, чтобы тот отвлек их и дал ему возможность сбежать. Но Нагума взяла ситуацию под контроль, потому что не хотела убегать. Расук понял, что это был первый раз, когда они могли поговорить напрямую, не передавая сообщения по телефону. Мигума сообщила ему, что у нее есть способ победить, и она велела Расуку сражаться изо всех сил, не беспокоясь о ее теле. Затем Ясук продолжил бой, сломал молот и, схватив копье, атаковал. Ему удалось отбросить Шаи в сторону и заставить Хайна отступить. Она хотела, чтобы Шаи поднялся, и в этот момент она хотела знать, почему Нагума вернулся сюда, зная, что за ней будут охотиться. Нагума взяла себя в руки и решила поговорить с ним, чтобы выиграть время и дать телу немного отдохнуть. По сути, она сказала, что вернулась, чтобы загладить свою вину, считая, что в смерти Расука виновата она, потому что была слишком близка к Хайн. Затем она продолжила сражаться, сломав копье и ударив им Шида, позволив Расуку войти в доспехи Шии и отделиться от него. Доспехи Шии были частично разрушены, тело Нагума было на пределе, и Расук наконец-то обрел свое собственное тело. Тем временем Шинпей и Тень Мио встретились с Шидом в саду дяди Алана. Он сообщил им, что Мио и Сью были доставлены в пещеру Хайна. Мия быстро отрубила ему голову, и как только она закончила, поняла, что настоящая Мио была съедена настоящим телом Хайна. Но Шинпей не торопился с перезапуском, так как хотел посмотреть, как будет развиваться ситуация с Нагума. Неожиданно он встречает Тауки на дороге, и она сообщает ему, что мистер Нейджу и Тецу помогли ей сбежать. Но она тоже вот-вот умрет, поэтому она советует ему поскорее отправиться на остров, чтобы встретиться с Расуком. Тень Мио показала воспоминания Хитаки, поэтому им обоим нужно спешить. Теперь он знает, что не должен медлить, чтобы не превысить лимит. Он знает, что если сейчас умрет, то вернется в тот момент, когда вел детей вниз по склону горы. Он попытается сначала спасти меня, а потом не даст встретиться мне и Сью с Шай. Затем он снова вернется и успеет перехватить меня и Шай. Он попросил Сью и меня вернуться и защитить детей в магазине Алана, пока он будет следовать за Шай и догонит группу Нагума. Он верил, что успеет вовремя, когда группа таки спустится вниз, чтобы сражаться вместе с Рунасуком. Затем Мио полетела на тенистой стороне горы, чтобы быстрее добраться до места, а Шинпей попросил ее избегать теней, которые Хейн расставил на пути. Он прибыл как раз вовремя, когда один из больших монстров Тауки был повержен. Однако и эта попытка провалилась, когда Хейн, заметив, что Мио повторяет свои действия, понял, что она пытается победить Нагума и Рунасука. Мистер Нейджу знал, что силы нашей стороны не смогут победить Хейна, но внезапно Шинпей заметил, что Хейн светится, и она сказала Хейну отступить. Шинпей побежал к Нагума и снова попытался помочь ей. Но Мио остановила его, потому что знала, что Шинпей достиг своего предела. Чем больше он старался, тем больше проигрывал. Нагума сказал Шинпею, что Хейн на самом деле был всего лишь ребенком, а Шай была вдохновителем, который использовал Хейна. Если возможно, он должен попытаться помочь Хейну сбежать от него. Шинпей пообещал ей, и она доверила ему Рунасука перед смертью. Потеря Нагума была слишком большой утратой для Шинпея. Доктору пришлось спрятать ее тело в подвале, и он знал, что скоро прибудет пресса, потому что стало известно о смерти Нагума. Но Шинпей, похоже, обрел способность Расука и заранее знал, что скажет доктор, а также знал, что молния вот-вот ударит в море. Су в это время чувствовал себя виноватым за то, что не смог помочь Шинпею и не спас Нагума. Он знал, что никто его не винит, но на душе у Шинпея было тяжело. Что касается Шинпея, то он понимал, что они потеряли слишком много. Ушио, Нагума и все оружие, которое Ушио могла создать. Но Тень Мио спросила, что было в кармане у Шинпея. Это был всего лишь кусочек ожерелья Эша. Но Тень Мио поняла, что это было воспоминание, оставленное Ушио. Оно проявилось, как будто это была сама Ушио,
поэтому Хейн неправильно все понял и убежал. Однако это было всего лишь воспоминание, а не тело. Услышав это, Шинпей вспомнил, что если они подождут до завтра, то Ушио снова вернется, и ему нужно было только показать ей эту вещь, чтобы она вспомнила. Это вселило в Шинпея надежду. Тем временем Суо сидела перед алтарем Ушио и думала о том, что они получили воспоминания из предыдущих циклов. Вспомнит ли Мео признание Суо или нет? В этот момент вошла Мео и уже собиралась спросить, но тут она сказала, что она тень. Но Суо спросила о Шинпее, и это сразу же показало, что она на самом деле человек. И действительно, ответ был отрицательным. Так что они продолжали оставаться просто друзьями. Затем Мео призналась Шинпею, что он ей очень нравится, но он заранее знал, что она хочет сказать, и извинился за то, что не может ответить ей взаимностью. Хотя она примерно знала, чем все закончится, она все равно хотела признаться, чтобы потом не сожалеть. Затем она вернулась к Тауке, чтобы поплакать, и тень Мио подумала, что когда Хайн будет уничтожен, то и Ушио исчезнет. В это время у Мии появится еще один шанс. Но она не хотела, чтобы Шинпей победил таким образом. Но как бы там ни было, завтра все закончится. Шинпей объяснил всем, почему он был уверен, что Ушио можно найти. По сути, каждый раз, когда он возвращал Ушио в петлю времени, в одно и то же время существовали два Ушио. Один Ушио с ними, а другой Ушио, блуждающий по морю, ожидая, когда 24 числа он вернется на берег. Но на этот раз Ушио не было, поэтому они могли найти только Ушио, который блуждал по морю. Они были уверены, что Ушио перед смертью отсканировала Шида и знала об этом, поэтому она оставила ему свою память как последнюю надежду. Он показал им, как ожерелье повернулось в сторону Ушио, и мистер Нейджу понял, что эффект ожерелья может быть связан с приливами. В 6 часов, когда начнется прилив, Ушио будет ближе всего к ним, и тогда они попытаются ее вернуть. Если на этот раз у них ничего не получится, они навсегда потеряют Ушио. Шид уже сообщил жителям острова о том, что они будут делать во время фестиваля. Мистер Нейджу не ожидал, что снова встретится с Русуком в теле Шинпея. Они немного поболтали о Нагумо и увидели, что ожерелье начало реагировать. Затем к Ши присоединилась Пейн, и она потеряла след Шинпея на 2 часа. Похоже, он спрятался где-то с помощью сигнального барьера, чтобы она не смогла его найти. Поэтому она решила сменить цель и отправила тени на поиски Ушио, чтобы группа Шинпея не смогла ее найти. Он тоже лично присоединился к поискам вместе с тенями. Внезапно от группы отделилась тень, и он понял, что это был Шинпей. Он спрятался в оставшемся большом существе и по сигналу, который подавал кулон, направился к Ушио. За ним сразу же последовал Шид, но Ушио была прямо перед ними. Она думала о Шинпее и о том дне, когда он ушел. Внезапно раздался голос Шинпея, и Ушио увидела, как большое существо бросилось к ней, схватило ее и поплыло к поверхности. Затем большое существо пожертвовало собой, чтобы Шинпей смог вернуть Ушио память. И теперь она могла сама справиться с оставшимися тенями. Большое существо было еще живо, и на этот раз Шинпею снова удалось добиться удовлетворительного результата, не потеряв слишком много. Ушио увидела, что у того, что был впереди после ее предыдущей атаки, отвалилась большая часть грязевой брони, и она собиралась снова броситься в атаку, чтобы отомстить. Он тоже ждал этого. Но Мио Тень оттащила ее назад и сообщила ей о плане, чтобы успокоить Шинпея. Шинпей понял, как спрятаться от Хайна, и решил сделать это снова, но Шай собирался выстрелить в его руку, чтобы остановить его. К сожалению, Рунасук предвидел это и помог Шинпею увернуться, чтобы тот смог выстрелить в себя и повторить попытку. Ранее группа Шинпея узнала, что они могут спрятаться внутри большого существа, и находясь внутри, они все еще могут управлять им в бою. Но в то же время внешние воздействия будут наносить вред тем, кто находится внутри. Но теперь группа Шинпея вернула Ушио, и он вернулся туда, где вся группа пряталась до того, как большие существа уплыли в море на поиски Ушио. А вся группа пряталась под пещерой Хайна. Пока Хайн не обнаружила их, группе пришлось быстро пробираться к ней и уничтожить ее настоящее тело. Но Хайн и Шейд уже подготовили все необходимое, чтобы помешать группе. Первым был теневой монстр. Тауки решила остаться с ним, чтобы сразиться, а остальные пошли дальше. Группе Шинпея пришлось довериться Тауке и оставить ее, чтобы она могла продолжить путь. Суо хотел, чтобы его сестра была в безопасности и не погибла. Группа Шинпея добралась до черной как смоль стены. Они начали стрелять по ней, но она быстро восстановилась. Ушио попыталась разрушить ее, но безуспешно. Тогда у Шинпея возникла идея. Он позвал теневого Мео и велел ей превратиться в фейерверк, который они уже использовали раньше, чтобы взорвать стену. Шай и Хайн спускались в пещеру и знали, что группа Шинпея находится у стены.
но Шинпей успешно взорвал стену, проделав в ней достаточно большое отверстие, чтобы они могли пройти. Внезапно в пещеру влетела тень, и вся группа быстро прошла сквозь стену, пока та не закрылась. Тень успела немного сдвинуться, поэтому мистер Ниджу остался, чтобы отстреливаться. Он хотел, чтобы группа продолжала идти, а он задержал бы тень, чтобы выиграть время. Группа успешно добралась до тела Хайн, но Шинпей почувствовал исходящее от нее жужжание. Это жужжание было сигналом, который она передавала теням. Поскольку Рунусук был внутри нее, он тоже это чувствовал. Но Ушио помогла ему стереть этот сигнал и облегчила его состояние. Но теперь Шинпей послал Шейда, чтобы тот защитил Ушио с помощью ее волос. Тогда Хайн должен был встать, чтобы разобраться с Шейдом, но заметил, что Шинпей получил силу от Расука, и ему нужно было лишь закрыть левый глаз, чтобы остановить действие второй силы. И она тоже не смогла бы видеть на 2 шага вперед. Шейд Мио взял на себя ответственность за то, что причинил боль Хайн, и Хайн тоже пытался следить за действиями Сью. Но как только она увидела в углу комнаты пистолет с гвоздями, Сью появилась с другой стороны и выстрелила, чтобы обездвижить ее. Она знала, что была не права, потому что не чувствовала боли, ведь он был человеком, а его пистолет с гвоздями был настоящим. То, что она видела раньше, было лишь копией. Теперь Хайн восстанавливается, и она не сможет передавать сигналы Шейду в течение 2 секунд. Поэтому Шинпей теперь может разобраться с ним вместе с Ушио. Шейд был отброшен Ушио. Затем она бросилась к телу Хейна, но Шейд тоже попытался напасть на него. Однако, когда Ушио уже собирался нанести удар Хейну, он заколебался, и тогда слой грязи, покрывавший Шейда, исчез, позволив мне заколоть его до смерти. Шейд Мио подумала, что Ушио преуспел, и уже собиралась исчезнуть. Но затем появился Ушио с одним глазом, похожим на глаз Хейна. Правый глаз Шинпея тоже стал таким же. Шейд Мио поняла, что Ушио не действовал решительно, и каким-то образом Шейд все еще был жив, хотя они были уверены, что разобрались с обоими телами Шейда. Шейд понял, что Хайн теперь бесполезен и не представляет никакой ценности. Он знал, что у Хайна больше нет глаз, и ее сила почти иссякла. Хайн пыталась умолять Шейда не бросать ее, но он превратил свою руку в клинок и разрубил Хайн пополам. Ворота внезапно открылись, и на другой стороне Хайна ждал Шинпей. Затем ворота начали засасывать всех, кто находился внутри. Ушио пыталась остановить Шинпея и снова сказала, что если он войдет, то уже никогда не сможет вернуться. Но в то же время она хотела войти туда одна, поэтому Шинпей отказался. Ушио попросила Расука вывести Шинпея отсюда, но Расук хотел сдержать свое обещание, данное сестре, и спасти Хейне. Шинпей сказал Ушио, что всегда будет присматривать за ней и хочет быть рядом. Затем Шинпей и Ушио шагнули в ворота. Шинпей очнулся в мире Хейне. Он увидел край этого места и понял, что здесь время остановилось. Потому что в этом мире время не имеет значения. Если он умрет, то не сможет вернуться. Шинпей решил найти Ушио и побежал за ней. Расук почувствовала, что Ушио где-то рядом, а пистолет, который она распечатала, все еще не исчез. Однако Шинпей был ранен в ногу, поэтому Расук предложила поменяться телами и разделить боль с Шинпеем. Оглядевшись, они оба поняли, что это место похоже на остров. Наконец они услышали песню и увидели шар, в котором Шинпей узнал Хейне. Когда шар начал двигаться, они последовали за ним. Они пришли в древний город и увидели тени, похожие на людей, но Рюноски заметил, что они не выглядят враждебно. Шар привел их к группе теней, и они исчезли, а Шинпей увидел Ушио. Ушио почувствовала себя плохо, и из нее внезапно вышел Хейне. Расук вспомнил, что его сестра говорила ему, что если Хейне завладеет Ушио, то Нагума убьет ее. Поскольку Нагума ушел, Расук должен был занять его место и лишить Ушио жизни. Мунасук приготовился стрелять, но Шинпей остановил его, а Ушио сказала, что с ней все в порядке. Она объяснила, что это не тот Хейн, который убил Расука. Она рассказала, что у Хейна было 2 личности. Одна личность была человеческой, это была девушка Хейн, которую скопировала Харука, а вторая личность была богом, которому поклонялись жители острова. Личность, которая была внутри Ушио, была личностью Хейн, которая в прошлом была подругой Нагума. Хейн хотела поговорить со всеми 3, и когда они согласились, Хейн вышла вперед. Она объяснила, что ей приснился долгий сон. Этот сон был воспоминанием Ушио. Она чувствовала себя виноватой за то, что сделала личность Харука. Расук хотел, чтобы она не извинялась, потому что на самом деле во всем виноват был Шит, который все это организовал. Шит хотел забрать глаз Ушио и использовать его для перехода в другое измерение, где время и пространство будут ему подвластны. Затем Ушио объяснила, что она прочитала мысли Шида, и он хотел уничтожить мир. Внезапно началась воздушная атака времен Второй мировой войны, и Ушио защитила группу от бомбардировки. Шинпей сказал, что если Шит намеревался забрать глаз и вернуться в реальный мир, значит, у них есть возможность использовать глаз и вернуться. Хейн сообщила им, что им нужно убить личность Харука,
потому что эта воздушная атака была связана с воспоминаниями Харука, а это место было связано с ее воспоминаниями. Хотя Хирука хотела забыть этот день, похоже, Шид заставил ее вспомнить его. Затем Ошио поняла, что Шид заставлял Харука снова пережить этот день. Хейн сказала группе, что она попытается на время стереть это воспоминание Харука. Однако им все равно нужно было опасаться брони Шейда. Сначала им нужно было уничтожить броню Шейда, и Ушио была уверена, что сможет это сделать, потому что получила от Мео фрукт, который давал ей такую силу. Затем Хейнс стерла память, чтобы остановить время. Ушио перепрыгнула с одной бомбы на другую и направилась к самолету, где стоял Шейд. Однако внутри его брони ничего не было. Шейд спросил, удалось ли ей раскрыть его секрет, и в ответ напал на Ушио. Когда он уже собирался коснуться ее глаза, она откусила кусочек от настоящей Ушио, которая была в ее теле, когда она висела на дереве, и снова превратилась в ребенка. Ушио вернула себе свой глаз и, прыгнув, нанесла удар Харука. Ушио разрубила Харука и стерла память о воздушном налете. Ушио, падая, связалась с Шинпеем и сказала, что настоящее тело Шаи находится в реальном мире и управляет броней через Хирука. Шинпей поинтересовался, что происходит с броней, и Ушио заметила, что часть брони Шаи, которую она стерла, еще не восстановилась. Тогда Шинпей понял, что если Ушио удастся полностью стереть броню Шаи, то они победят. Ушио потеряла сознание, и Шинпей бросился к ней. Хейн объяснил, что нынешняя Ушио не может полностью восстановиться, поэтому она должна была принять облик ребенка. Ушио больше не могла сражаться. Тогда Шинпей спросил, может ли Исуке взять на себя управление броней Шаи. Это было возможно, но слишком рискованно. Ушио очнулась и мысленно обратилась к ним. Она сказала, что может напечатать еще пуль для пистолета, но на это потребуется 2 минуты, а раз и Шинпей должны были продержаться до этого времени. Шая понял, что у группы Шинпея есть план. Он не ожидал, что Хейн предаст его, но она сказала, что он изменился. Шай отрицал это и сказал, что проснулся и теперь сам будет решать, что ему делать. Затем Шай напал на Шинпея и не обращал внимания на его выстрелы, потому что пули не причиняли ему никакого вреда. Ушио сменил оружие и превратил пистолет в молот, как это было раньше у Нагума. Затем Шид попросил Хирука напечатать ему пистолет. Пока они сражались, Шид пытался напасть на Ушио. Расуку пришлось ударить его кулаком, и он сломал Шинпею палец, но это заставило Шида отступить от Ушио. Затем Шейд решил выстрелить в Шинпея, и Расуку вернулся, но пуля превратилась в Шейда, и он, зайдя сзади, отрубил Шинпею левую руку. Расуку увидел, что они больше не могут пользоваться оружием, но Шинпей сказал, что пора поменяться ролями. Обе стороны продолжали сражаться, и Расук все еще уклонялся от атак Шида и, наконец, коснулся его, чтобы получить контроль над доспехами. Шинпей испытывал такую сильную боль, что почти потерял сознание, потому что Расук больше не подавлял ее. Ушио закончила готовить пистолет. Но в этот момент Шейд изолировал Расука в куске грязи и выбросил его из тела. Восстановив контроль над доспехами, Шейд сказал Шинпею, что Нагума пытался сделать то же самое раньше, поэтому он уже нашел способ противостоять Расуку. Шинпей был всего в нескольких шагах от пистолета, но начал распадаться на части. Ушио превратилась в пулю и сказала Шинпею, что готова к концу. Затем он побежал к ней, и Шейд тоже попытался напасть на него. Шейд успел напасть на Шинпея до того, как тот добрался до пистолета. Однако Хейн направил пистолет на Шинпея, и тот, схватив его, увернулся от атаки и выстрелил в Шейда. Когда Шай был стерт из памяти, он был беспомощен в реальном мире, потому что его тело было слишком старым, чтобы двигаться. Ошио пришел в себя и взял Хирука на руки. Она сказала, что избавит Хирука от боли, и когда она начала это делать, они внезапно перенеслись на остров Хидегасима 300 лет назад. Они увидели на берегу кита, к которому приближался Хайне. Мунасуку понял, что это было тогда, когда Хирука собиралась вселиться в Хайне, и все началось бы сначала. Расуку попытался остановить Хайне, и Хайне вдруг почувствовала, что кто-то схватил ее за руку. Она увидела, как Шинпей сказал ей не подходить к киту, и в панике убежала, решив, что увидела призрака. Расуку объяснил, что благодаря его пробудившемуся глазу Шинпей смог прикоснуться к киту и изменить прошлое. Харука все еще пыталась дотянуться до кита. Ошио передал Харука Шинпею и подошел к киту. Она объяснила, что теперь поняла, что Харука пыталась сказать им, что ей нужно стереть кита из памяти. Иначе все повторится снова. Харука закричала, но когда Ошио стерла кита из памяти, она успокоилась и исчезла. Хайне тоже начала исчезать и поблагодарила их. Она спросила Расуку, смогут ли они стать друзьями, когда возродятся, и Расуку согласился. Вскоре они оба исчезли. Следующей исчезла Ошио, и Шинпей сказал, что хочет уйти вместе с ней. Если бы он вернулся в свое тело сейчас, то мог бы умереть, но он предпочел бы исчезнуть вместе с Ошио. Однако Ошио не хотела, чтобы он исчезал,
и сказала, что вернет его целым и невредимым, потому что все его ждут. Несмотря на трудные и опасные дни, Ошио была счастлива быть рядом с Шинпеем. Шинпей попытался выразить свои чувства, но Ошио уже исчезла. Ушио нашла способ вырваться из плена времени, используя свою силу. Она решила разорвать петлю и перерисовать лето. Затем она оставила сообщение на телефоне и вернула Шинпея в тот момент, когда он сидел в лодке, сказав ему, чтобы он ее нашел. Шинпей проснулся и снова увидел Нагума на лодке, конечно же, и уткнулся лицом ей в грудь. Он увидел Нагума, сидящую перед ним, и заплакал от радости, потому что она была жива, и рассказал ей о том, кто он на самом деле. Затем он сошел на берег и увидел, что Нагума смотрит на него с ненавистью. Шинпей не понимал, откуда она знает, что это Нагума. Затем он увидел, как Мио бросилась к нему, и встал, чтобы остановить ее, но тормоза ее машины были исправны, и он не понимал, что происходит. Он снова встретил братьев Сиу и обрадовался, что с ними все в порядке, но все еще не мог вспомнить, почему он так подумал. Он не знал, зачем вернулся сюда, и ему сказали, что Ушио прислала ему сообщение, поэтому он вернулся. Он пошел по улице и снова встретил Ушио, и она хотела подбежать и ударить его за то, что он ушел, не попрощавшись с ней. Затем он пошел в ресторан Алана вместо того, чтобы идти домой, потому что его родители были еще живы и в тот момент отсутствовали. Поэтому они сказали ему, чтобы он куда-нибудь сходил поесть. Он пришел в ресторан Алана и снова встретился со всеми. Он вспомнил, зачем вернулся сюда. А именно вчера, 21 числа, он получил сообщение от Ушио, в котором она просила его вернуться на остров, чтобы ненадолго навестить свой родной город. Он боялся, что остров исчезнет, поэтому решил вернуться. Затем он отправился в супермаркет Шори и увидел там детей, которые были в безопасности, и вскоре там должен был состояться фестиваль фейерверков. Дети рассказали, что фестиваль фейерверков совпал с днем рождения Хайн, но Шинпей этого не знал. Затем он отправился в храм и встретил там Кокири. Это был пожилой человек, у которого был сын, и сын Кокири вспомнил, что Ушио в эти дни убирала мусор на пляже, потому что потеряла там свое ожерелье. Тогда Шинпей кое-что вспомнил и попросил разрешения уйти. Затем он снова встретил Ушио на пляже. Они оба говорили о том, что им приснился сон, в котором они больше никогда не увидятся. Затем Шинпей нашел ожерелье Ушио и решил сам надеть его на нее. Через 2 дня Шинпей разговаривал с Нагума, и она узнала, что он познакомился с ней во сне. У нее появились некоторые теории о параллельных мирах. В это время приехала мать Шури и Расука. Они были женаты, а Хайн и Шури были их дочерьми. Ушио и Мио закончили подготовку к фестивалю, и мать Шури попросила всех встать для группового фото. Вечером состоялся фестиваль, и все весело проводили время. Суо спросила Шинпея, помирился ли он с Ошио, но он этого официально не сделал. Он хотел, чтобы Шинпей пошел на пляж вместе со всеми смотреть фейерверк, чтобы у него была возможность побыть наедине с Мяо. Шинпей знал, что Суо все еще не оставила надежду на их с Мяо воссоединение. Когда Мио спросила об этом, никто из них ничего не сказал. Затем он увидел, что Нагума без устали пишет свой роман, и напомнил ей, что скоро начнется фейерверк. Затем Юсио позвонил Шинпею и попросил его встретиться с ней на пляже, чтобы дать ей возможность побыть одной и выслушать его признание. Хотя он был уверен, что она снова откажет ему, как и в прошлом году. Однако, похоже, на этот раз у Суо был прогресс, так как Мяо не отвергла его сразу. Шинпей и Юсио встретились на пляже.